Надеюсь, что я в прямом эфире. Привет, привет, дорогие мои. Привет, подключайтесь пока что. Я сейчас еще отправлю везде ссылочки, что я вышел в прямой эфир. Та-та-та-та-ра-т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 а. Как у вас дела? Пишите. Надеюсь, там... Я решил специально выйти, знаете, чуть пораньше сегодня, чтобы Дальний Восток смог прийти, если у них есть время, конечно, свободно, потому что вчера поздно обычно выхожу, они всегда обижались на то, что я там поздно выхожу в прямой эфир. Лариса, здравствуйте, здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Так, подождите, мне куда надо зайти, чтобы мне отправить? Ева, привет, приветик, привет, привет. Привет, привет, Елена, привет. Елена, а у вас же аккаунт раньше был... Подождите, опять какой как-то изменился. Мне кажется, у вас раньше аккаунт был там что-то 76-й регион или какой-то такой, да? У вас как-то по-другому назывался он? Или нет? Здравствуйте, Виталий, здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие мои. Всем привет. Так, куда мне надо зайти? Мне надо зайти в мой канал. Посмотреть канал. Сразу лайк. Спасибо, дорогие мои, кто ставит лайки. Уже 4 лайка. Спасибо вам большое. Вы мне по носу прям надавайте их, и они сейчас еще быстрее как бы сразу поставятся. Не надо никуда не заходить, не переходить, ничего. Елена Михайловна, привет, привет. Поздравляю всех причастных с Днем Татьяны, с Днем студента. Всех вас с праздничком. Чудесного вам настроения. Так, а мне, знаете, что надо? Мне надо. Так, подождите, как мне это написать? Добрый день, дорогие мои. Добрый день. Поставьте, пожалуйста, лайк. Слушайте, я что-то вообще ничего не это, как он называется, ничего не снимал, если честно. Ну, то есть у меня какое-то, знаете, такое какое-то внутреннее непонятное состояние. Не депрессия, а просто, я не знаю. Знаете, когда, наверное, мечта осуществляется, есть какое-то вот опустошение внутри. И, блин, вот это вот опустошение, наверное, и сейчас вот, блин, я не знаю, короче, какое-то состояние непонятное, поэтому ничего не хочется. Не снимать не хочется, ничего не хочется, вообще ничего не хочется. Не майка так задирается, как это. Ну что, я опять поправился. Куда еще-то, блин, а? Скоро треснет. Привет, дорогие мои, привет. О, привет вам от Владивостока. Вот ради Востока я вышел вот пораньше. Пораньше сегодня прямой эфир. Привет, дорогие мои. Всем привет. Всем привет. Куда нажимать, не найду для лайка. Лайк просто мне в нос 2 раза прям резко быстро нажмите, там тынь-тынь, и он поставится. Это очень элементарно, и просто нас будет с вами больше здесь на прямом эфире. Ставьте лайки. Так, подождите. Я вот отвлекусь на вас и забываю, что мне тут надо было сделать. Так. Какие-то уже, видите, уродцы забежали. Так, красивая улыбка, спасибо вам большое. Спасибо, дорогие мои, спасибо большое. Виталий, классно, когда выходишь в эфир чаще обычного. Слушайте, я вообще, на самом деле, для меня прямой эфир, ну это, блин, как объяснить? Я вообще как бы не привык в прямые эфиры выходить. Потому что я стараюсь как бы все-таки контент запилить и так далее, но когда вот нет у меня желания видео снимать, я выхожу в прямой эфир. Или когда у меня есть время свободное. Сейчас я не знаю, что-то кофе налил, думаю, а почему бы мне не выйти в прямой эфир, с вами не потрендить, если у вас тем более есть, может быть, какие-то вопросы, думаю, почему бы и нет. Виталий, когда на дачу? Слушайте, на дачу я вот вообще собирался сегодня поехать, честно вам скажу, но что-то как-то получилось так, то, что я поздно проснулся сегодня. Я решил, думаю, ладно, не поеду, думаю, потому что я приеду сейчас на дачу, опять будет темно. Хотя, как показывает практика, ничего не мешает мне поехать в другой день на дачу, и тоже будет темно. Так, вот этого чувака надо мне заблокировать. Так, до свидули. Потому что политические какие-то темы, еще, короче, самореклама, оскорбление каких-то других там участников, не знаю, там, комментариев участников там чата на прямом эфире, я их сразу блокирую. Ребята, обижайтесь, не обижайтесь, не надо мне тут вот этого... И вообще, в принципе, когда какие-либо комментарии вот подобного характера у меня на канале, я их всегда сразу этих людей блокирую. Поэтому
Не совершайте ошибок, скажем так. Налился кофеечек сегодня. Видите, у меня какие новые кружечки, вот такие вот. А мои вот те вот, которые маленькие кружки белые для кофе, они у меня на дачу уехали. Ну, кто смотрит мои влоги, те знают. Сегодня не сдержанный, прикольный. А я что, обычно сдержанный? Вроде нет. Спасибо большое, дорогие мои. Спасибо большое за хорошие, добрые вам ваши слова. Спасибо вам огромное. Привет, Виталий, привет, привет. Ну что вы ничего не пишете-то? Ну, пишите что-нибудь интересное, давайте поговорим с вами. Чего вы ничего не пишете? Выходи в эфир каждый раз, как начинаешь пить кофе. А, Я обычно утром, когда просыпаюсь, пить кофе, и мне, знаете, мне нужно там пару часов принять этот мир. Это уже третья кружка кофе сегодня, честно вам скажу. Ну, то есть я обычно выхожу, ну, утром просыпаюсь, нужно несколько кружек кофе выпить, понять, что я вообще как бы в этом мире, что вообще в мире происходит. Что-то у меня все встал тут. Так. Мусечке тоже приветик. А Мусечка спит в соседней комнате. В комнате спит, она даже не выходит. Что-то вообще не хочет ничего выходить. Лежит там все кверху задницей. Собственно, как так. Вопрос. Заболит один зуб. Нужно будет снимать всю челюсть. Почему? У меня же она не сплошная. У меня же там где-то один зубчик, где-то два вместе. В основном по одному зубчику у меня все стоят, поэтому один зуб снимается, лечится и он же обратно ставится. Нет, ничего там, ну, не надо челюсть снимать. Или там, знаете, кто-то писал, вот видно, мое видео не до конца там посмотрели, либо еще что-то, что надо будет обязательно там ехать в Турцию. Нет, ну это как бы... Если что-то случится, то, я, конечно, это не планирую. У меня есть чат, да, с клиникой. Я могу всегда в клинике написать и сказать: ребят, вот такая ситуация, они потребуют, там уже вот гарантийный случай, когда есть гарантия от клиники идет, что, типа, ну, если что-то случилось, мы потребуем от вас какое-то, может быть, видео, фото подтверждение, присылаю им фото, видео, рассказываю ситуацию, что произошло, и они, как бы, они либо компенсируют лечение в моей стране, ну, либо, если у меня есть желание приехать туда, я приезжаю туда. Как бы, понимаете, это все индивидуально. Надо по этому поводу уже напрямую как бы... Когда, не дай бог, что случится, обсуждать именно с ними. Так. Виталий, а кем ты работаешь на удаленке? Водителем трамвая. Ну, дорогие мои, ну зачем вам это? Я уже как бы рассказывал о том, то, что... Ну, для чего? Это же не канал мой про мою работу, да? Вот есть каналы людей, там, например, машинисты, да, вот они там снимают свою работу, даже водители трамвая, например, снимают свою работу. Нет, у меня канал обо мне, о моей жизни. Но это работа, знаете, я думаю, что мы все с вами, когда встречаемся со своими там друзьями, вот как мы сейчас, да, вот я отношусь к вам как к подписчикам, как к своим друзьям. Вот вы пришли ко мне в гости, ко мне на мою новогоднюю кухоньку, попить со мной кофеечек. Ну, зачем вам? Мы что, с вами будем мою работу обсуждать? Ну, это же никому не интересно. У меня работа остается на работе. Дом, моя жизнь, это не работа. Знаете, как есть вот песня у «Обними кита». Мы живем, нет, мы работаем для того, чтобы заработать на жизнь. Мы живем, короче, там вот в песне есть такие истории, типа, живем, типа, работаем для того, чтобы заработать на жизнь, а живем, короче, что-то я запутался, как там поется. Так, привет, зубы классные, где вставлял? Ну, не вставлял, это у меня эти коронки на зубах, ребят. Можете посмотреть видео, у меня есть на канале, я прям большое видео выпустил, постарался максимально ответить на все ваши вопросы. Делал я зубы в Турции, в клинике Smile Team. Я вот, ну, вот реально, знаете, там кто бы ни писал, что у нас там сервис, там, или я там как-то гашу наш сервис, нет, ни в коем случае. Но надо понимать, что я делал зубы у производителя. И это один из больших плюсов, да, можно сказать так. И плюс цена. Цена это вообще. Поэтому, а уж сервис это уже отдельная история, которая просто на высшем уровне. Поэтому я, конечно же, просто для своих любимых подписчиков я рекомендую. А остальные, где хотите, что хотите делать. Хотите, вон идите пластиковые на Алиэкспресс, покупайте, вставляйте и радуйтесь ими. А у меня каждый зубчик к зубчику, и причем это зубы мои, вот, ну кто еще не понял, это по
как вам сказать, по макету моих зубов. То есть это мои зубы, просто их всех выровняли. Аккуратненько поставили. Я их больше не делал, меньше не делал. Это можно было. Это мои зубы, как они у меня были. Так, ну, не как были. Но какие были, я имею в виду по форме, чтобы вы просто понимали. Привет, больно было делать? Вообще не больно. Вообще не больно. Ребят, честно говорю, было не больно. Единственное, что было неприятно и что болело потом, это места уколов. Да, ну вот это вот оно есть. А так вот я как бы, возможно, знаете, видео начал говорить по поводу того, то, что, да, какие были в 90-е вот эти, я вот вспоминаю вот эти вот жужжалки, да, где еще запах такой, вот этот вот, и вот эта вот там аппаратура какая-то там, знаете, крутятся вот эти, ну, детской поликлинике, когда я помню, делал, это было вообще просто страсть. Ну, не знаю, там бедные люди, которые там из 80-х, наверное, родились, которые вот это вот всю жизнь, знаете, там всю молодость свою провели вот в этом. Это вообще жесть. И как бы тогда было больно, сейчас вообще не больно, вообще ничего не больно. И даже, ну, в клинике, кстати, ну, в платных тоже там, да, бейсбол делают, все на свете. Поэтому, ну, не знаю, я уже давно не помню такого, чтобы я ходил к какому-то стоматологу, неважно, там, где-либо, чтобы мне было прям больно. Вот я реально такого я не помню. Ребят, поставьте лайки, 180 человек на эфире, и мать, лайк не поставили. Ну-ка мне в зубы мои давайте. А ну, попробуй выбить зуб. 2 раза мне прям это в зуб дайте, и лайк поставится. Прям, ну, по экранчику нажмите. По возможности сделайте ролик о товарах, которые не понравились. Не особо понимаю, о чем идет речь. Какие товары мне не понравились. Больно было делать? Нет, не больно, Виталик. А кого-нибудь любишь, кроме Мусечки? Конечно, конечно. Ты гриб. Ха-ха-ха, гриб. Семен, а ну, хватит с грибами баловаться. Хватит баловаться грибами. Так, Анна, Виталий, вы божественен. Когда вас смотришь и смеюсь от души. Зубки просто огонь, вы красавчик. Привет из города Шуя, Ивановской области. Ивановская область. Привет, мои дорогие, привет. Спасибо вам большое за теплые слова. Вот прям спасибо. Ну, конечно, и мне кажется, что я не заслуживаю настолько там, конечно, там... Да идите, мать! Все, в эфире я. Что-то тут все повторное подключение. Это какой-то ужас просто был. Ребятки, слышите меня, видите? Видите, нет? И тишина. Ну что я не в эфире, ребят? Все, в эфире слышно. Все, супер. Спасибо большое. Спасибо большое, Ева. Спасибо. Спасибо огромное, то, что... Я не знаю, что-то произошло, что меня... И все, я вот завис. Я не знаю, что произошло. Так, ой, что-то как много комментариев. Я что-то так много, наверное, ребят пропустил. Если что-то пропущу, какие-то сообщения, пишите еще раз. Правильно, идиоту политика ни к чему. Ну, Юрий, у меня не политический канал, идиоту. Приятно познакомиться. Меня зовут мистер ВВ Виталий. Вот ты думай, Юрец. Молодец. Так, тра-та-та. Фикси распродажа по 35 рублей. Но кажется, в Москве этот товар не привезли. Серьезно? А что там за товар по 35 рублей? Это же надо туда бежать быстрее тогда, раскупать все по 35 рублей. Деньги только были бы еще. Так, больно, нет, я уже ответил, что не больно. Тра-та-та-та-та. Виталий, расскажи, как Костя с Мусей покутили. Слушайте, все хорошо, дом, чистота, порядок. Муся тоже, в принципе... Муся единственная, конечно, она к нему особо не подходила, но потом она уже поняла, как все-таки кошка хотела любви и ласки. Она к нему уже начала подкатывать, так скажем, по-честному. Вот. Ну ничего, нет, хорошо, все хорошо. Ну, мне правда было с ним оставлять Мусю, прям, ну, как бы, вообще даже просто, не знаю, я не переживал ни о чем. Поэтому, ребят, поставьте, пожалуйста, лайки, чтобы нас стало больше здесь. Ну что, вам трудно лайк поставить? Подписаться, если вы еще не подписаны. Все, у вас в режиме одного окна, никуда переходить не надо, идите, мать. Даже кофе с вами забыл. Вот я ля-ля-ля-ля-ля-ля, а вам лайк трудно поставить. Я даже кофе с вами пью, он уже остыл у меня. 177 человек, в эфире 41 лайк. Ой, 140, короче, не понимаю, что прыгает. 146 человек в эфире. И вообще, ты так на соседа моего похож, подумал, что это он. А вдруг? Вдруг мы с вами соседи. Такое тоже может быть.
Виталий, привет, интернет нестабилен, пока что работает, но может в любой момент отвалиться. Ну, ребят, мы живем в такое время, что он всегда может отвалиться. Так, работа — это тоже часть жизни. Нет, работа — это действительно тоже часть жизни. Но знаете, я бы не хотел бы жить работой. Я уже на свое время нажился работой. Когда у меня круглосуточно была одна работа. Я утром вставал на работу, поздно время возвращался с работы, ночью в отпуск, не в отпуск, я всегда думал о работе. Нет, хватит, мне хватит. Я реально хочу, как-то, знаете, работа — это работа, жизнь — это жизнь. Я уже вот в свое время наработался вот до такого состояния, чтобы круглосуточно вся моя молодость ушла, я отдал ее работе своей. И что? Какие-то гудения какое-то пошло. Чтобы я еще это... Нет, хватит. Новую мечту себе уже наметили? Нет, не наметил, ребята. Поэтому говорю, что, знаете, какое-то внутреннее опустошение. Правда. Вот, ну, когда мечта сбывается, когда ты вот долго шел к какой-то цели, ты дошел до нее, и вот резко, знаете, и вот тут внутри как какая-то пустотень. Пустотень. Я поэтому даже видео не снимал, потому что, не знаю, внутри вот какая-то, внутри пустота. Вот прям реальная пустота. Думаю, ладно, давайте сегодня хоть в прямой эфир, что ли, ну, что это какое-то безобразие уже. Привет, Виталий, Алися, привет. Алло. Маш, я в эфире. Да, давай. Маша все там звонит, она сегодня встретиться, все хочет. Я не знаю по поводу того, что куда-то пойти. Привет вам передавали всем. Вот. Так, теперь раздвижные ворота на дачу. Мечты осуществимы. Ну, блин, ну раздвижные ворота на дачу — это такая мечта, знаете. Я не могу сказать, знаете, что у меня когда-то была мечта прям такая, это какую-то там, не знаю, технику, какую-то там, не знаю, какую-то дачу там саму ту же самую. У меня не было никогда, знаете, чтобы это была прям мечта моей жизни. Нет, нет, этого не было. Может быть, когда-то в подростковом возрасте у меня была мечта, знаете, там, отдельную себе иметь квартиру и так далее, но это когда-то тогда было. А сейчас у меня нет такой мечты. У меня сейчас вот мечты какие-то, знаете, такие, которые вот влияют на мою жизнь, скажем так. Вот зубы, они влияют на жизнь. Хотим мы этого или не хотим. Это мечта, которая шел, через которую боли прошел, через сколько я прошел всяких операций, фигаций и тому подобное. Ты тут не умничай. Антипка пишет. Да ты глянь-то какой, ты боженьки мой. А ты играл растения против зомби? Нет, не играл. Так, про работу интересно. Жаль, что не делитесь. Так, что ты несешь? Гражданин РФ пишет. Я несу счастье. Счастье я несу. Что я несу? Такие глупые вообще. Виталина, так, не работаешь, жить не на что. Работаешь, жить некогда. Привет. Да, ну так оно и есть. Так оно и есть. Ну, наверное, да, похоже. Я не знаю, есть тут группа «Обними кита», ребят. Я не помню, как песня называется. Надо наработать на жизнь. Короче, я даже не буду сейчас это втягивать. Так, как тебя зовут? Сколько тебе лет? В какой стране ты живешь? Привет, Гномыч. Меня зовут Виталий. Я живу в стране Российской Федерации, в городе Москва. Родился я в городе Москва. Не было этого вопроса, да? Все, ответил на все ваши вопросы. Благодарю, Гномыч. Ответил. Влад Савельев, ты ли это? Я не знаю, кто Влад Савельев. Так, приду, прощай, зубы. Куда ты придешь-то? Береги свои зубы. Любое стачивание эмали ведет к дальнейшему кариесу. Не благодарите. Ребята, когда у тебя больная эмаль, когда у тебя, вот у меня флюород, да, она и так подвержена, поэтому она еще вдвойне подвержена. Когда у тебя сточная эмаль, и она закрыта, эмаль, коронкой, в данном случае, вы знаете, я когда разговаривал даже с докторами в Москве, когда мне говорили, в принципе, про виниры, я говорю, зачем мне это? Я что там, какой-то там, не знаю, публичный человек, чтобы мне это вот нужны были. Тогда я вообще даже канал не вел, ребят. И мне говорили о том, что виниры и придуманы для таких дурачков, как ты. Ну, в том плане, что когда как раз-таки вот, проблема с эмалью, когда есть врожденные либо приобретенные проблемы с эмалью, вот для таких людей, как я, и придумали их. А потом уже их начали там, понятное дело, использовать тех, у кого бабки есть, деньги есть. Это, знаете, это как
не знаю, возьмите эти всякие уколы новомодные, да, которые там все колют себе, чтобы похудеть. Но это же тоже чушь собачья. Нельзя делать то, что придумано вообще для людей, которые там диабетики, у кого проблемы, реальные проблемы. Ну, это бред, короче. Ну, ладно. Так, хорошая работа у тебя, Виталий, водитель трамвая. Супер, да. Да, я считаю, что это супер. А твоих зубов пеньки под коронками. Так мои зубы-то, они держатся на чем вот эти вот... На пеньках на моих и держатся. Интересная такая. Ой, что-то чат весь улетел. О, сколько я пропустил-то. Я что-то так поздно читаю, да, ребят? Ну, сейчас догоним. Вы пишите, пишите, не останавливайтесь и лайки ставьте. Не забывайте. 21 минуту в эфире. Вот перестаньте, я вот вижу здесь, что у меня идет чат. Перестанет здесь идти чат. Там у меня начало, тут конец. От конца я буду видеть, что он не идет. Все, я из эфира ухожу и скажу вам до свидания. Так, ты что несешь? Это читал. Тар-та-та, тар-та-та. Твоих зубки пеньки я почитал. Елена Павлова почему-то удалила сообщение, решила, что не буду больше тебе задавать ничего, ну как хочешь. Про работу все-таки интересно. Живете на широкую ногу, но на работе не были замечены. Да, конечно, на работе не был замечен. Ага. Знали бы вы, сколько я на работе тусую времени. У меня же работа удаленная, ребят. Удаленная работа. Вот я с вами сижу, вот тут разговариваю, у меня еще одновременно компьютер. Помимо вкладки у меня с чатом, у меня еще вкладки по работе. А сегодня суббота. Надо отрабатывать свое время, пока я был в Турции. Реально классные зубы. Как не поставить лайк? Спасибо вам большое. Конечно, надо лайк ставить. Сколько стоит эта красота? Ребята, я рассказывал видео, посмотрите на канале, не буду спойлерить. Посмотрите видео на канале. Я, кстати, многие начали писать, почему ты сказал на один зуб? Я же, там мне было интересно, сколько общая сумма. Ребят, почему я сказал цену за один зуб? Потому что у всех индивидуальные, да, то есть, ну, я вам бы назвал бы, сколько мне стоила вся улыбка. А как бы вы поняли, например, если вам надо там, ну, не знаю, там, если вы не хотите ставить там до конца челюсти, да, вы хотите поставить, не знаю, там, в зоне улыбки, это по 5 зубов, по 5, да, по 5 зубы, то есть 20 зубов, сколько это было бы стоило. Поэтому я искал цену за один зуб. Вот и все. Прикольно, я поставил лайк, спасибо вам большое, привет из Узбекистана. Узбекистан, привет, народ. Судакова помогла Виталику зубы сделать, я не поняла, я тоже не понял. Но Инна меня за руку не держала, там, честно вам хочу сказать. Помощь о том, что я о клинике узнал именно от Инны, да, действительно так, но я рассказывал в этом видео. Я не знаю, там кто-то придумывает, знаете, там есть такая одна, это, я ее удаляю, ее комментарии. Она появилась тоже, Макейченко, я всегда фамилию путаю. Она писала, что по какому-то промокоду сделал зубы. Вот мне это интересно, ну какой промокод? Ну пришлите мне промокод. Почему я не знал про этот промокод? Почему я не знал? Правда. Почему я сделал зубы? Мне никто не рассказал, что у Инны, оказывается, даже Инна мне не сказала, что у нее был промокод. Я бы сделал ее за скидкой. Ну, придумывают, знаете, сами придумали, сами написали. Так, а ты смеешься, как Инна. А мы думали, что, может, Инна смеется, как я? Не думали об этом? Вот у вас, знаете, вот какое-то шаблонное мышление, очень шаблонное мышление. Так, завис, все норм. Так, это я вот как раз зависала. Зубки красивишные. Динара, спасибо большое. Видим, но кружок бывает крутится, зависает иногда. Ребят, я вот смотрю, у меня сейчас, по крайней мере, все нормально. Если что-то зависает, то, скорее всего, у вас. Вы потом сможете всегда посмотреть этот эфир. Также еще в записи, если что-то у вас там вы пропустили. И на Дзен я тоже этот ролик обязательно выставлю. Звук пропадает. Ребят, пропадает, скорее всего, из-за вашего интернета. Вы подписывайтесь на канал, если вы еще у меня не подписаны. Ставьте лайки. Давайте, дорогие мои, давайте. Опять там кто-то что-то какую-то мунию пишет. Привет, наверное, улечу в блог после своего сообщения, но пересматривала ваши старые видео и посмотрела видео, в котором была Настя. Очень обидно стало за нее, то подколы насчет ее лишнего веса. А почему вы в блог улетите? Ну, смотрите, ребят, давайте так вот по-честному. Вот даже мне некоторые говорили о том, что почему, или там вот Инна что-то мне как-то там сказала. Причем, знаете, вот я не обращаю внимания, когда я с друзьями общаюсь, что и как, что сказали. Я могу Косте что-то сказать, еще кому-то. Я считаю, что я с друзьями должен быть искренним тем, какой я есть. Я считаю, что если ты с другом сидишь и пытаешься, не знаю, подбирать слова, как-то... Нет, я понимаю, когда тяжелые какие-то случаи, когда какая-то у человека беда, это одно дело. А когда ты сидишь с человеком,
своим другом и подбираешь слова, я считаю, что не совсем он тебе друг. Ну, давайте по-честному. Поэтому у меня реальная жизнь на канале. Нравится кому-то, не нравится, кому-то, может быть, не понравится, кто-то считает, что, ну, для вас я чужой человек. Понятное дело, если бы я вам что-то сказал, вы, наверное, восприняли от меня как бы эту инфу совершенно по-другому. Но для Насти в тот момент я был хорошим другом, и это было совершенно нормально. Я так считаю. Так, еще какой-то Степ, ничего не понимаю. Тра-та-та-та-та-та. Неудивительно, почему она прекратила с вами общение. Кто сказал, что она прекратила с нами общение? В Москве есть товар по 35, только ерунда всякая. То есть думаете, не идти? Не идти фикс прайс. Алексейшин, господи. Так, на соседа моего похож. Подумал, что это он. Это я читал, кто здесь читал. Елена, понятно, видим подколы, тра-та-та. Инна очень рада была тебе. Прикольно было смотреть. Елена, спасибо большое. Да, я тоже был и не очень-очень рад. Ну, правда, но я, честно, очень рад был, что в эту поездку я смог там с ней встретиться. Конечно, там многие написали ради канала. Для чего? Вот, ну, просто вот некоторые, ну, я понимаю, что у них там единороги сношаются в голове. Ну просто, ну подумайте вы своей головой, ну хоть немножечко, хоть иногда. Ну ладно. Нет, есть Хабаровского края. У нас ночь. Доброй ночи вам. Доброй ночи, бедный. Я вам не даю поспать, да? Друзья, друзья и о работе говорят, нужно открывать занавесу тайны твоей профессии. Ребят, ну если будет когда-то у меня желание об этом поговорить с вами, я об этом с вами обсужу. Маша, это прикрытие? Какая Маша, блядь? Радуйтесь, что зубы хорошо сделали. Радуйся, что зубы хорошо сделали. Слушайте, ну, а как-то могли по-другому сделать? Ну, не знаю, вы знаете, какой я дотошный. Вот просто те вот мои зрители, которые меня давно смотрят, которым там даже хейтеры, которые мне пишут, вот, как у тебя тяжело с выбором, пока ты там что-то выберешь в магазине, у него уже срок кончится. Ну, часто мне такое пишут. И вы говорите, что я пошел бы делать зубы там, где я был бы не уверен в этой клинике. Ребят, это не пойти, я не знаю, там, даже вы кто там пишет там за рекламу. Во-первых, ну вот вы сами подумайте, это что, я не понимаю, шарф прорекламировать? Или это зубы? Это мои зубы, с которыми я буду жить. Вот, ну, вот я не знаю, вот у людей, когда вы пишете там о рекламе, когда вы пишете о том, что по какому-то промокоду, когда вы пишете о том, что ты сделал не пойми где. Ну неужели вы думаете, что я вот такой бестолковый и не знаю, куда я пошел? Ну вот серьезно вы? Знаете, сколько времени я же даже не говорил на канале, куда я поеду делать зубы, потому что я весь декабрь, я весь все начало января, я еще смотрел, куда и как, что мне все-таки выбрать. Понимаете, даже когда я получил в конце декабря, я уже знал, что как бы клиника готова мне сделать, знал цены, я все равно проверял, смотрел, читал отзывы на разных сайтах и так далее. Понимаете? Ну и в плюс ко всему у меня Инна была, ну как бы у меня есть подруга, с которой я общаюсь, я могу у нее узнать ее реальный, как бы, ее реальный опыт в этой клинике. Любимый внук бабушки Инны. У меня нет бабушки Инны. Так, добрый день, добрый день. Ролик «Пустые баночки» о том, что больше зубы, о том, что больше не будете покупать. Не понимаю, Ларис, о чем вы говорите? Ролик «Пустые баночки» о том, что больше не будете покупать. Что-то я купил, что я больше не буду покупать? Да я и так всегда говорю, что что-то мне не нравится, что мне нет. А прям что? Зачем флаги? Какие флаги? Ой, божечки, вы о чем тут вообще говорите? Добрый день, было бы интересно услышать историю знакомства с Костей, обязательно ее расскажем. Приветствую, операции на глаза не хотите сделать? Нет, не хочу. Мария, не хочу, а смысл? Нет, смысла нет, у меня не такой большой минус, чтобы делать операцию. Очки мне были выписаны в основном для того, чтобы за рулем ездить, скажем, по-честному, по-правильному. Потому что основной дискомфорт без очков у меня, я как бы могу ходить без очков совершенно спокойно. Основной как бы, такой дискомфорт я ощущаю только когда я еду за рулем. Ну, мне нравится быть в очках. Нравится. Я основную часть жизни ходил без очков. Я вот в очках хожу, наверное, не знаю, сколько, может быть, год 4, наверное. Мечта жениться на Инне. Ой,
Макейченко, может тебя заблокировать? Вот я не знаю. Вот я помню, знаете, она мне писала как-то, что Лена ее заблокировала. Забинкова. А я вот все, знаете, держусь, знаете, как-то не блокирую никого, как бы, не удаляю комментарии, как бы кто мне там не писал. Причем, знаете, ты удаляешь мои все комментарии. Я не удаляю ваши комментарии. Мне это незачем удалять ваши комментарии. Для чего? Удалять ваш комментарий может YouTube, если там какая-то там, не знаю, ну что-то нарушает правила сообщества. Он может удалить ваш комментарий. Я не удаляю, зачем мне это делать? Не знаю, может тоже заблокировать. И причем, когда Елена заблокировала, она ко мне пришла в комментарий, передай Лене, чтобы она меня разблокировала. А то как я ее канал буду это продвигать? Я не могу просто. Вы смешные, дорогие мои, вы очень смешные. Виталь, привет, новая мечта, это участок на даче рядом с твоим. Ой, слушайте, это вообще просто. Вот у меня сейчас сообщение отправлено на проверку. Ростик написал матерные слова. И вот мне есть сейчас дается выбор. Либо показать его в чате вам, либо скрыть. Ну зачем мне это матерное слово? Не оскорбление, просто матерное слово. С участком он уже все... с участком он уже все решила, Егор. Да ничего не решено. С участком ничего не решено. С моим. Кто вам сказал, что там что-то решено? То, что мне мои соседи на общем собрании приняли, что они не против, чтобы я выкупил этот участок, это еще ни о чем не говорит, дорогие мои. Это грубо подтверждает то, что в СНТ больше никто не претендует на этот участок. Ну, скажем так, да, потому что общим собранием это принято. Но чтобы что там было решено, нет, ничего не решено. Ты чих будешь-то? Опять улетел мне куда-то все. Так, что значит ты чих будешь? Короче, какие планы на сегодня? На сегодня не знаю, какие планы. Мне все может измениться очень-очень быстро. Не знаю. Так, смысл прямого эфира. Если ты не отвечаешь на вопросы, про работу нельзя. Гномыч спросил, сколько тебе лет, ты игнорируешь. Я ответил, сколько мне лет. Мне 33 года, мне будет 34 года буквально скоро. В общем эфире о зубах и о мусе. В моей жизни, ребята, в моей жизни есть муся, есть мои зубы. Смысл эфира. А что должно быть на эфире? Все, что, я не знаю, ну давайте, ну о чем мы должны, вот, ну, о чем я должен с вами разговаривать на эфире, помимо своей жизни? Ну о чем? О том, что где я работаю, это для вас, для интереса, вы зашли, чтобы узнать вот эту какую-то информацию? Для чего? Ну для чего, скажите мне? Я не понимаю, для чего вам эта информация, для чего вот такое вот яростное желание об этом узнать? Я не понимаю. У меня тоже зубы под коронками воспалились спустя 6 лет. Ну, бывает всякое, незнакомка, бывает. Виталий, сделай рум-тур по квартире. Сейчас побежал уже. Вот, вскочил и побежал. Оксана, ну не пойду я. Мусь там спит. Зачем я буду вам показывать? Я вам рассказывал о том, что ну, есть какие-то вещи в квартире, есть какие-то места, которые я не снимаю. Я не понимаю. Если я захочу, у меня были какие-то моменты. Я там из комнаты что-то снимал, Муську снимал, там в ТГ выкладывал, еще какие-то там, знаете, были такие небольшие навесочки. Ну, чтобы прям идти по квартире показывать, где у меня, что у меня там фотографии моих близких, каких-то совсем родных мне людей. У меня есть иконы какие-то, которые не хочу показывать. Я даже не показываю на даче. Ну зачем, блин? Я не вижу в этом никакого какой-то необходимости. Что вам, унитаз показать? Так он у вас такой же дом. Ну что у меня, какая-то другая квартира? Я не знаю. Что вы хотите? У меня нету тут, не знаю, там, Змея-Колкас я в ММС их показывал. Что вам должен показать у себя в квартире? Не знаю. Вещи свои. Разложить вам, вытащить все свои трусы из этого, как он называется, из шкафа вытащить вот так вот, разложить, сказать, смотрите, какие у меня трусики синенькие, зелененькие, фиолетовенькие, да, там и... Ну, блин, ну что за чушь? Привет, не было второго видео вчера. Почему не было вчера второго видео? Ребят, рассказываю, то, что у меня есть какое-то опустошение, даже сегодня у меня не было видео. Ну, реально, мы говорим, когда вот мечта сбывается, есть какое-то внутреннее опустошение. Внутреннее, я не знаю, чем его дополнить, что вот, вот не знаю я. Вот у меня какой-то вот, ну, прям нету желания не снимать, нету желания что-то это. Вот я решил сегодня в прямой эфир выйти. Ну, вот какой-то вот, не знаю. Мистер ВВ, попробуй печенье Джет. Оно даже вкуснее, чем Чокопай. Слушайте, я Чокопай не особо люблю. И Джет, мне кажется, я пробовал. Не печенье, а вафли, мне кажется, Джет. Артемка, привет, привет, привет. Виталий, когда следующий отпуск? Да, откуда его знают? Вообще мы планировали в апреле месяце поехать.
Ну, не знаю, у меня вообще не отпуск был, так, на минуточку. Так, привет, привет. Миллион на зубы мало, если коронки на 10 зубов. Почему мало? Много. У меня зубы вышли намного дешевле, ребят. Смотрите видео на канале. Привет, какое образование у тебя? 3 класса сельско-приходской школы. У меня нет образования, потому что мне надо было работать. Вот тогда у меня и началась работа. Я ушел в академ отпуск, и все. И все. А учился я в свое время значит, и на юриста я учился, да, я должен был до судьи выучиться. В итоге я дело все забросил. Потом я учился на менеджмента, и, короче, тоже я забросил, потому что учебу надо было оплачивать. А мне некому было, чтобы ее оплачивать. А самому я просто не тянул ее. Тогда я помню, первая моя работа, я, кстати, работал тоже в нынешнем во «Вкусной точке», я просто Косте иногда рассказываю, говорю, вот мне было там сколько, я не помню, сколько мне было, лет 16, наверное, работал тогда. Я получал тогда 40 рублей в час. 40 рублей в час, ребята! Даже меньше, мне кажется, было период. Ну и чё? А на какие деньги я должен был оплачивать свою учебу? Жить надо было еще на что-то. Я жил с бабушкой. На что я должен был, я не понимаю, там, учиться? Не было. На бюджетку поступить, ну, в то время, мне кажется, это вообще было просто за гранью фантастики какой-то. Я не учился, знаете, я не был прям каким-то отличником, чтобы пойти там куда-то выучиться и, я не знаю, быть чтобы меня там на бюджет взяли. Нет. Ну, после этого я учился, я получал еще дополнительное образование, но эти образования, знаете, у меня не зафиксированы как доп. Образование, потому что у меня нет законченного, так скажем, там среднеспециального образования. И у меня есть сертификаты, то, что я проходил обучение, вот скажем так. Ну, для некоторых работодателей они ну, подходят. И некоторые работодатели предоставляют еще свое дополнительное обучение. Так что тут такая история. Так, тра-та-та. Миллион достаточно, одна коронка 15 тысяч рублей. Да где вы коронку за 15 тысяч рублей найдете? С работы, интересно? Ну где 15 тысяч рублей коронка? Из чего? Металлокерамик? Ну да. Блин. Так, ты в какой стране живешь? Я живу в России. Я тоже живу в России, в Москве я живу. Вранье про уколы. Сначала их придумали для похудения, потом испугались и решили, ладно, пусть будет типа для диабетиков. Неправда, они сделаны для диабетиков, ребят. Они напрямую зависят для инсулина зависимых, короче, вот как-то вот с этим все связано. Очень удобно, удачно поставили зубки. Спасибо большое. Привет, привет. Все работает хорошо, Артем. Спасибо большое. Но, ну смех у тебя прикольный, Завадной, очень хочу смеяться. Я очень рад, что благодаря моему смеху вы смеетесь. Дорогие мои, ставьте лайки, пожалуйста. Ну вам что, жалко, вам просто лайк поставить. Так, что у тебя сегодня на обед? Не знаю. Мне надо курицу доесть. Звук норм, и норм не зависает. Виталик, привет, приветик. Так, Юлит, как всегда, другие блогеры рекомендовали пользоваться их промокодом минус 10%. Европейский мальчик хитрит, как всегда. Еврейский мальчик, я еврейский мальчик. Ну кто? Ну, Макейченко, ну пришлите мне хоть один промокод. Ну вот просто, ну вот вы пишете какую-то дурость, которую вы самостоятельно придумали. Пришлите хоть один промокод. Ну, только опять же не придуманный. Вы можете зайти в телеграм-канал, давайте, да, зайдите мне в телеграм-канал и прям скриншот, вот, который, или там запись этого видео, вы все умеете делать, я знаю, и записи из видео и так далее. Вот пришлите мне, кто рекомендовал хоть один промокод. Телеграм-канал в чат мой. Welcome! Пишите, пишите, приходите, мне будет очень интересно. Потому что вот сидеть вот так вот, губами шевелить, там, не знаю, что-то придумывать, вот эти сказки, мне не, знаете, ага, сейчас. Виталик, улыбайся почаще, у тебя улыбка, красивые зубки. Спасибо вам большое, дорогие мои, спасибо. Говорить человеку про лишний вес, это неискренность, это токсичность. С такими друзьями и врагов не надо, Людмила, ну вообще. Ну, вообще, врагов не надо с такими друзьями. А то, что я сам бесил, вас это не смущает? Виталий, в какой сфере деятельности работаешь? Мосгортранс. Трамвайное депо. Виталий, как Костику понравились твои зубы? Да. Он вообще в шоке. А почему с Настей больше не общаетесь? Ну, вот так вот жизнь развела всех. Как там Инна? Жаль, давно ее не видел. Инга. Ну, Инга. Ну, вот так. Ты такой. Привет из Белоруссии. Привет.
сам видео говорил, что люди все разные, что не нужно говорить за внешность, но при этом, когда говорят тебе, ты обижаешься. Людмила, идите, мать, я ничего там такого не сказал. То, что вы там сейчас это уже привели к какому-то, что там такое прям бо-бо-бо-бо-бо-бо, конечно, супер. Все вот 224 человека срочно листайте видео мои, мои дачные видео, когда приезжают друзья, смотрите, они веселые, бурные, интересные. Посмотрите, где там кого унижал. Там не было такого. Сейчас Людмила тут сидит уже это. Давайте, Людмила, давайте дальше. Поднимайте эту тему. Давайте, давайте. Пускай люди идут, смотрят мои старые видео. Я очень буду рад, если мои видео старые будут тоже смотреть. Добрый день. Когда Новый год уберешь? Да после 29. Я вообще вчера хотел разобрать. Честно вам скажу. Вчера хотел все снять. Ну, подумал о том, что 20... Я у Алиски спросил. Алиска... Я думал, что вчера, кстати, был. Нет, не вчера. Думал, 20-го был Новый год китайский, а Алиска мне сказала 29-го. Поэтому после 29-го. Ну-ка, улыбнись. Виталик, какой-то ты странно перевозбужденный после поездки стал. Какой? Вот Фрида, я не помню вас. Вот до моей поездки. Вот вы знаете, некоторые люди пишут, что что-то изменилось. Но почему пишут те люди, которых я не видел до моей поездки? Или там, знаете, кто-то пишет, я отписываюсь. Первый раз зашла ко мне на канал, а я захожу, аж можно посмотреть, сколько, какие комментарии человек оставил. Я отписываюсь. Так ты не мой зритель! Ты не мой зритель! Вы пришли просто залетные, ребята! Вы не мои зрители! Я, вот думаете, за вас буду переживать? Нет! Ну нет! Нет! И еще раз нет! Извини, если что, не так пишу, Жанна, да ладно вам. Инна пообещала приехать. Будет интересно понаблюдать вас на даче. И Лену захватите. Слушайте, мы с Леной собираемся. Лена собирается ко мне на дачу уже знаете сколько времени? О, все никак не соберется. Опять все улетело. Весь чат. Пока ты нам лапшу на уши вешал зубами, твоя Инна сделала, сдала тебя с потрохами, читай между строк. И по нее ужимкам. Господи, Макиченко, успокойся. Успокойся. Так. Бизнес в Америке у кого-то. Я не знаю, ребят, вы о чем? Виталий, ты сам из Москвы или приехал, работаешь, снимаешь квартиру? Нет, дорогие мои, я жил в Москве, я родился в Москве. У меня родные родились в Москве. Я москвич. Москвич. И, конечно, об этом никогда не говорю, но, знаете, не знаю, вот эти, есть там кто-то в каком-то поколении. Не, я об этом никогда не говорю, у меня все из Москвы. У меня и мама родилась в Москве, и бабушка родилась в Москве, и прабабушка. Так, привет, очень... Подожди, привет. Отель принадлежит клинике или они просто оплачивают проживание? Слушайте, я не знаю, но мне кажется, что они оплачивают проживание. Ну, то есть, не, они, ну, мне кажется, что они не взаимосвязаны. Я так думаю. Потому что, знаете, почему еще я почему так думаю? Потому что трансфер, он же не индивидуальный, он же не только там за меня всегда забирал. Некоторые были со мной еще люди, которые из других отелей ездили. То есть я думаю, что, ну, индивидуально, то есть под каждую отель везде снимают. Но опять же, я не думаю же, понимаете, у них же наплыв людей-то разный. Нельзя же весь отель прям заселить теми, кто зубами занимается. Нет. Но я так понимаю, что как бы вот этот сезон, когда я был, он такой, знаете, медицинский сезон в Турции, в том плане, что в отеле у меня сидели люди, которые там селицо что-то краили по ходу, потому что были перемотанные, там с лицами сидели. Поэтому нет, скорее всего, к этой клинике не относится, потому что пластику-то они же не делают, они же только зубами занимаются. Угу. Так. Ты никогда не хотел быть артистом? Хотел. И вот моя детская мечта была, но не получилось, к сожалению. Ну, не то, что я куда-то шел, мне там не получилось. Нет, мне денег не было. И те, во-вторых, те, кто меня, знаете, у меня дед меня как бы хотел в этом плане, там, он мои старания как бы всегда... Ну, то есть я всегда был такой, знаете, я никогда на жопе ровно не сидел, скажем так. И всегда у меня какие-то были там, когда были раньше семейные какие-то посиделки, когда был маленький еще, у меня были какие-то семейные выступления, я помню, знаете, ну всякое, там что только не было. И дед мне всегда говорил, что я тебе, типа, пойдешь у меня в Щукино, типа, учиться. Он как бы, ну, дед, к сожалению, не дожил до моих лет, и потом, а когда я стал, ну, как до моих подростковых, скажем, это так лет, когда мне нужно было идти учиться, и в итоге жизнь меня увела совершенно в другую историю.
надо было срочно становиться взрослее, потому что нужно было денег зарабатывать, поэтому я рассматривал какие-то, знаете, более профессии оплачиваемые, скажем так, это сразу это и какие-то юридические услуги, либо это какие-то, может быть, менеджмент тот же самый рассматривал. Ну, то есть, вот так вот. Так. Ребят, если я пропускаю ваши комментарии, мне правда чат порой убегает. Пишите еще раз, пожалуйста. Пишите ваши, если я пропустил ваш комментарий. Не, это не специально, это вот просто я его пропустил. Так, я читаю все комментарии. Так, Муся там спит, как будто человек спит, и неудобно показывать. Ну а чё? Не, вы такие интересные. Я к своей кошке отношусь очень достаточно с уважением. Хотите артисты и второй канал у него для юмора, пишет Макиченко. Ну, второй канал я завел, но там я ничего еще такого не выкладывал. Я выложил оттуда, туда... У меня в телеге есть второй мой канал, но как бы там, знаете, такой он стебный был просто именно с пародиями. Я вообще планировал второй канал не с пародиями, а с какими-то вайнами. Было такое у меня это. Я просто на это надо на все время. На это надо на все время, на это на все надо какой-то творческий запал. Но понимаете, да, когда ты сам себе режиссер, сам себе и автор, сценарист, и монтажер и тому подобное, это очень сложно. Вот один ролик, который, например, большой ролик такой, который я выпустил для узконаправленной аудитории в Телеграме, с большим-большим смыслом таким этим, он ну, создавался очень долго, а ролик там вышел 4 минуты. Ну, то есть, понимаете, да, и это было сделано на добрых началах, ну, то есть, в том плане, что я больше в минус ушел, чем заработал на этом. Я на этом вообще не заработал. А как лайк-то поставить? Ты на мою морду 2 раза нажмите и поставится у вас лайк. Прям так, тык-тык по экрану. Хотел бы собачку завести еще? Нет, ребят, собаку не хотел бы. Собаку, знаете, я вообще считаю, что собака должна жить в частном доме. Вот, ну, нет, ну, может быть, эти маленькие не считаю как собаки. Маленькие это какие-то ручные обезьянки. Я имею в виду прям собаку. Они должны жить в частном доме. У меня в детстве была собака, у меня мама перед смертью взяла собаку. Прикиньте, прям за несколько месяцев мы с ней были в церкви, и там были собаки такие, знаете, это беспризорные, ну как, не беспризорные, при церкви их там подкармливали. И вот мама буквально за несколько месяцев до своей смерти, летом, получается, она умерла у меня осенью, она взяла там собаку, мы тащили эту собаку прямо из церкви. Мы тащили ее просто, ну, понятное дело, с разрешения батюшки взяли, там, что-то даже, по-моему, ну, какую-то символическую оплату там дали, потому что вроде как собака бесплатно там не забирается. И вот собака очень много лет прожила. Мне всегда было ее так жалко, что она живет в квартире. Так было ее жалко. Но я считаю, что собака должна жить все-таки в частном доме. Поэтому мне кошек вполне достаточно. Виталий, им нужны самые грязные трусы, чтобы было их что обсудить. Конечно, Артем. Ну так оно и есть. Так оно и есть. Виталий, ты не нервничай, мы смотрим эфир, поставим тебе лайк. Такие нервы, рум-тур нельзя, про работу нельзя. Хорошо, мы зубы обсуждали. Если ты эфир ведешь, а мы смотрим, значит, нам интересно все, пишет Евгения. Ну, если вам интересно все, не вопрос. Вы можете интересоваться всем, что угодно. Но как бы, что я покажу, то покажу. Нельзя с такими зубами ничего грызть и тянуть. Почему? Я орехи уже ел на следующий день, как мне тот же день, когда мне... Нет, на следующий, вру. На следующий день, когда мне поставили, я приехал к Ине и ел орехи. С самогонкой. Все нормально. Не дома я шоколадки жру с орехами, с фундуком и чем на свете. Все прекрасно у меня уходит. Так. Омля, одесский-то стал зубы сушить по поводу без повода. Зачем смех? Ой, иди. Ксюшка, иди ты отсюшка. О, второй внук любимой бабушки Инны, Артемка. Какие же вы вот все-таки, я не знаю, вот сколько вот знаете, вы вот говорите, наговариваете на Инну, а сами-то посмотрите, вы какие вы злюки, какие вы злюки. Вы пришли на канал, где нету Инны, и никак этот канал не связан с Инной, и вы столько вот пишете какого-то, не знаю, сколько своего нутра, потому что вы этим наполнены, ребят, ну вы этим наполнены, давайте честно. Перепад температуры вредны для керамики. Привет, я тебя не люблю. Начните приводить дачу в порядок. Газон, беседочку, цветы и так далее. Вот и время пройдет. И опустошение уйдет. Ребят, ну когда мне сейчас снег, ну снег сошел, мне надо газон сеять. Ну да, контент, это в конце января сею озон.
такой вот будет, сеять газон в январе. Это очень тема. Слушайте, но давайте по-честному. Ну, я бы на даче много бы чего сделал, на даче надо жить. Дача у меня находится не в 5-минутной доступности от моего дома, к сожалению. Поэтому, поскольку возможно, сколько я есть возможности, там, не знаю, приехать, сделать что-то на даче, то я делаю. Но чтобы прям, я не знаю, блин. В январе газон сеять, такая себе история. Так, сейчас. Записали. Слушай, я не знаю по поводу энергомониторинга, но мне кажется, это связано больше с приложением. Может быть, и есть, может, его и нету. Фиг его знает. Ну, пускай он погуглит, посмотрит по модели. Извините, ребят, надо было ответить просто. Его не насмешили, не могу. Ой. Ну ладно, поеду сеять газон. Что делать? А что, он у меня уже есть. Интересно, приживется, нет. Самое удачное, кстати, в январе сеять газон, наверное, птиц-то особо нет, никто его не склюет. Не знаю, ребята помогут, интересно, мне вскопать участок? Привет, Виталик, поздравляю с тем, что все задуманное запуском осуществилось. Здорово, что непланово удалось побывать на море, сменить обстановку. Фиолетовенькие трусики, огонь, да. Квартира, в которой ты живешь, досталась тебе в наследство? Да нет, господи, какое наследство, ребят, от кого наследство? Ну вы вообще, вот вы пишете, вы хоть подумайте, от кого мне может достаться какое наследство? Ну от кого? Ну от кого? Вы мне оставили свое наследство, ну так вы еще пишете, даже если вы оставили мне наследство, потом как-то вскроется эта история, я еще не знаю об этом. Ну нет, от кого мне наследство? От кого? Короче, никакого образования, так ИГР. ГРТ. Игорь, ну, короче, Татьяна. С днем Татьяны вас. Напишите что-нибудь пограмотнее. Сегодня еще день студента. Петро, будете писать что-нибудь про политику, уйдете в бан. Любимые женские духи. Откуда я знаю, как они называются, ребят? Я не знаю, я не посвящен в женскую парфюмерию, честно. Виталий, больше всего любишь... Виталя, больше всего любишь сырники. У вас с Артемом много общего в плане завтрака. Я не знаю. Я вообще не завтракаю, ребят. У меня вот мой завтрак, это кофе. Я вообще не завтракаю. Короче, какие-то тут иероглифы пошли, я не знаю, какие-то, я не знаю. Зайди к Тане, Есаше, Турция, ой. Все, вот я сейчас буду... Еще, давайте я сейчас буду сидеть по каналам тут бегать. Мне что делать? Ребят, опять мне чат улетел. Так, а как Женечка? Женечка нормально работает вроде. Не знаю. Ну, Костя мне ничего по поводу него не передавал. Ну, вы должны же понять, Женечка это в первую очередь друг Костя. Да, Женечка, Настя, это же все друзья Кости. Я как таковой с ними не общался и не общаюсь. Я с ними, вот, ну, как бы, мне Костя говорит, что, там, не знаю, я там пригласил того-то на дачу. Я говорю, ну, окей. Ну, как бы, знаете, это вот так происходит, а не то, что я общаюсь, у меня друг Костя, друг, брат, не знаю, как угодно. Все, кого он посчитает нужным также пригласить нам, сделать нам компанию, я не против, я всегда всем рад. Поэтому как-то так. Не знаю, как Женечка. Женечка ничего. Что, он же не пишет, не рассказывает, как у него дела. И ему, наверное, не интересно, как у меня дела. В конце концов, кто захочет узнать, как у меня дела, у меня есть канал. Можно зайти на мой канал и посмотреть. У меня здесь все честно и правдиво. Виталий, привет, хорошего тебе. Не знаю, что это такое. Дня, наверное, да? Когда Лене передашь капсулу? Слушайте, ну, кстати, я с ней разговаривал, мы должны... Ну, Лена работает, сегодня суббота, да? Лена работает. Надо на неделе как-то с ней, либо... Я не знаю. Я думал, может быть, на дачу. Ну, как бы Лена говорит, что ей не к спеху эти капсулы. Не знаю. Вы же понимаете, Лена живет на другом конце Москвы от меня. На другом конце Москвы. Если бы она жила вот где-то вот прям вот где-то рядышком, конечно, бы я отвез. А мне к ней ехать примерно по времени столько, сколько мне ехать на дачу.
Ну, чтобы вы просто понимали, да, то есть мне до нее ехать без пробок час где-то на машине, час на машине, ребят, поэтому, ну, сами понимаете, да, может быть, мы где-то пересечемся, может быть, не знаю, когда я передам ей капсулу, не знаю, пока еще мы с ней не пришли к единому знаменателю, она пока не говорит, что ей прям срочно не нужны. Понятное дело, если нужны были бы срочно, мы бы встретились раньше. Изменился, поверил в себя. Нет, ребят, не то, что я поверил в себя. Если я раньше в чем-то еще промалкивал, знаете, то сейчас я понял о том, то, что, а что смысл? Вот смысл, понимаете, кто-то доброту за слабость принимает. И моей добротой тут уже столько людей попользовалось, столько всяких, я не знаю, говноедов было, знаете, сколько было людей, кому я открывался своей душой, а мне в итоге об меня ноги вытирали. Да нахер вы мне сдались. Вот я теперь общаюсь только с теми, кто вот, ну, вот кто ко мне душой. Вот я вижу у человека ко мне душой, я буду с ним тоже душой. Если я вижу, что человек ко мне говном, простите, да, вот мне вот там не лайк ставит, а какашку свой телефон протирает, да, на меня мажет, то я так же буду. Ну, понятное дело, я не буду свой телефон мазать, но я буду вам желать всего доброго и чудесного. Ну, своим говном оставайтесь сами наедине с собой, знаете, как-то так. Да, потирание рук. Ой, привет, Виталия. Вы так и не ответили на мой вопрос. Очень важный и своевременный. Что случилось? Вас совсем не узнать. Что случилось? Что случилось? Вот что должен ответить на вас? Важный и своевременный. Что случилось? Вас совсем не узнать. Что случилось? А что случилось? Что... Не понимаю. Причем Ра пишет, я не помню, чтобы вы писали мне какие-то, знаете, чтобы были на моих прямых эфирах. Я же не помню. Я вот знаю, вот Инна вот пишет, вот Инна. Мне пишет Инна, я знаю, что у нее фамилия Захарова. Привет, пишет всем. Вот я ее знаю. Я знаю, что человек ко мне заходит не в эфир. Я знаю, что человек пишет не в ТГ. Я знаю, что человечек меня смотрит. Я, ну вот, ну как бы, да, вот знаю, это уже не один день. Что случилось? Вас совсем не узнать. А когда вы меня видели последний раз? Откуда я знаю? Ну, правда. Виталик, а с кружечки пьешь чаек, который тебе подарили в клинике? Нет, ребят, у меня она еще стоит у меня под елкой, вон там вот в прошлом видеоролике я показывал ее, где она у меня стоит. Ничего не пью из нее. Вообще, честно, у меня кружек просто вот так вот, вот так вот. У меня с прошлых работ кружек тоже много. У меня там, не знаю, короче, я не знаю, куда эти кружки девать. Я просто, знаете, я не особо люблю вот пить какие-то там, знаете, из кружек, которые там какие-то... и не люблю, когда мне дарят кружки, например, друзья там с какими-то праздниками, лучше вообще ничего мне не дарите. Просто вот эти кружки, знаете, там с какими-то прикольчиками, не люблю. Я люблю вот, чтобы были эстетичные, красивые, одинаковые кружки. Вот я вообще люблю минимализм, я люблю, чтобы это было эстетично, чтобы это было красиво и так далее. Вот у меня единственное, где есть кружки какие-то такие, знаете, цветные, расписные, это вот на даче пару-тройку. Вот они были как-то временными, и они просто стали так, то, что люди ими начали пить. Костя там завез свои кружки. У меня, кстати, дома тоже есть кружки Кости, так на минуточку. Да, то есть... Ну вот есть какие-то там такие вот кружки, а так вообще нет. Я вот обычно, я люблю, чтобы ко мне кто-то гости, даже если пришел, я выложил одинаковые кружки, одинаковые тарелки и так далее. А то так, знаете, когда пришел ко мне гость, я ему выложил какую-то там одну кружку, а себе взял другую. Ну как-то для меня это некрасиво вот перед гостем, знаете, как будто я ему что-то специально такое, знаете, что-то такое для гостей ему отдал попользоваться. Ну такая себе история. Так, Виталий, так это я рассказал. Виталий, красавчик, ржу не могу вместе с тобой. Ты такой стал громкий хохотунчик. Поехали на дачу готовить. Кротов гонять. Слушайте, надеюсь, что кроты уже ушли куда-то. Я очень надеюсь. Хотя они по-любому, они там же жратвы себе под участком, наверное, столько натащили. Они же не просто так делают же эти норы. Они там будут жрать до весны. Весной как начнут вылазить опять все. Это просто ужас. И далее, ты классный, спасибо вам большое. Вы тоже, ребята, вы у меня самые лучшие, самые классные. Я вас искренне всех обожаю. О, я уже час почти в эфире. Представляете? Блин, все про свои зубы, незнакомка из прошлого. Про что мне сказать вам? Про что? Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Про трусики про свои. Про что? Ой, когда вот по-английски пишут, английскими буквами, русский текст, мне прям бесит, я никогда это не люблю это читать. Даже можете не стараться. А бабушка Инна. Да какая бабушка, блин? У нас с Инной разница 8 лет, блин. Какая бабушка?
Вам не стыдно? Леонора. Или Элеонора. Посмотрю тебя, что ли. Как перейти на твой канал? Перейти на канал. Элеонора. Та-та-ра-та-ра-та. Ну что, Элеонора там какие-то драники какие-то жарит, макарон какие-то жарит, картошку переворачивает. А Джику ждет. О, Галкина любит, ну все понятно. Какая-то бабушка, наверное. Так думаю. Потому что у нее София Ротару, у меня София Ротару прабабушка любила. Пугачиха. Да, наверное, какая-то бабушка. Ну, понятное дело, фотография там какая-то, как какой-то мадамы непонятной. Ну, ладно. Сама бабушка, блин, называет всех молодых бабушками. Ну, как так можно? Так, ладно. Эля. И вопрос по зубам. Я так поняла, тебе спилили твои зубы, но не удалили нервы. Или так, если, не дай бог, твой зуб воспалится или что-то с ним подобное, то как в таком случае быть? Эля, ну слушайте, если у меня зуб заболит, мой зуб, я могу обратиться в клинику, в любую, мне снимут мою короночку, сделают, залечат мой зубчик и поставят мою короночку обратно. Вот что случится. Поэтому... Ну, ничего тут, это тоже, поймите, но я сэкономлю еще на пломбе. Точно так же, как и зуб обычный. Точно так же я пришел, подлечил и закрыли мне все это. И все. Это я еще изначально спрашивал, когда в Москве консультировался, мне еще в Москве об этом говорили. Проблем не будет в этом никакой. Зависло у меня на телефоне по Wi-Fi, а на телефоне по Wi-Fi... Так, подождите. Зависло у меня на телевизоре по Wi-Fi. Я понял. Ты врач, Дмитрий, ты откуда? Какой Дмитрий? Чего не дочитал? Ну, пришлите мне еще раз, я, может, пропустил, что там не дочитал. Привет, наш позитивчик, рада видеть вас и слышать, особенно в прямом эфире. Настроение отличного дня, твоя группа поддержки с тобой. Держись, и мы всегда рядом. Привет из Питера, Ната, спасибо вам большое. Привет вам из Питера, привет, спасибо большое, а вам привет из Москвы. Привет. Я знаю, что у Ната тоже Новый год еще. Так что у нас еще Новый год! Праздник! Праздник! Привет, у тебя зубы класс. Спасибо большое, Стас. Спасибо огромное. Собакам в квартире хорошо, если с ними гуляют. Был нюх, овчарка и шицу. Ну, у меня вот была лайка с дворняжкой. Но, знаете, мне все равно, мне казалось, что ей как-то мало места. Но у них же, знаете, это какой-то ужас просто. Это какой-то ужас просто, а не YouTube. Все, вроде я в эфире, да, опять? Что-то опять повторное подключение. У нее были, знаете, про собаку начал говорить. У нее были жалостливые глаза. Вы знаете, как есть люди некоторые, да, у которых внешность изначально такая прям обнять и плакать. Ну, жалостливая. Я не к тому, то, что там она какая-то, не знаю, жалостливая. Вот у нее были все глаза такие жалостливые, мне все было жалко. Не знаю почему. Так, у тебя волосы на зубах растут? Продам кастрюль, ник называется, понимаете? Он кастрюль продает, да еще и волосы на зубах растут. Вообще, человек, что ты употребляешь? Что ты прешь, что ты употребляешь? Бросайте вредные привычки, давайте твои. Так, пришлось выйти ненадолго. А вопрос про знакомство с Костей уже был? Пропустила? Да, Лен, пропустили. Он был, я читал его, пропустили. Так, привет. У вас зубы класс, спасибо большое. Венеры поставил? Нет, Юпитеры. Венеры поставил. Нет, Венеры я не ставил, Юпитеры тоже не ставил, Марсы, Луны и прочее я тоже не ставил, дорогие мои. В моем случае, можно было, конечно, Венеры поставить, но в моем случае коронки лучший вариант. Лучший вариант коронки. Вот. Виталий, не думали, что в этом году хотите посадить на даче? Если... опять улетел у меня чат. Ребятки, подписывайтесь. Вот вы не подписываетесь, и чат улетает. Подписывайтесь на канал. Давайте. Что такое? Что за етить мать? И пишите. Итак, не думали в этом году, что хотите посадить на даче? Или это спонтанно получается? Слушайте, я не знаю, что в этом году хочу посадить на даче. Правда, не знаю. Ну, в этом году мне надо, наверное, закончить с вопросом с газоном все-таки. Правда. Надо все-таки его сделать. Коронки, извините, отвлекся. Получилось ответить на мой вопрос. Да, я на ваш вопрос достаточно много отвечал. Ты смеешься, как Джонни Дикий Пес. Я такого не знаю.
Как называется видео, где ты рассказываешь про себя и про свое детство? Видео называется «А теперь поговорим обо мне». Или как-то так. Или давайте познакомимся поближе. Что-то такого. На Дзене оно закрепленное. Это видео я точно знаю. А на Ютубе не знаю. Ну, я не помню, если честно, я даже не помню. Это год назад было снято, что-то вообще я говорил. Может быть, надо обновить информацию. И мне иногда мне пишут, приведи вопрос-ответ. Надо его проводить или нет? Ребят, есть ли у кого-то какие-то вопросы, чтобы кто-то, вот, не знаю, не на прямых эфирах, вот, может быть, вы в записи сейчас смотрите это видео. Нужно ли провести вот такой вот вопрос-ответ? Потому что я знаю, что вот некоторые там вот смотрят, там, другие блогеры, там, Инна, например, Инна проводит такую вот историю. Я никогда такой не проводил, не знаю, надо ли вам это, или вам все достаточно всех моих вопросов. У тебя даже выражение лица поменялось здорово. А что у меня? Вот такое было. Как он поменялось? Как поменялось? Не знаю. Я, кстати, не включал эту лампу, я мне сейчас вот только исключительно от моих этих от цветов мне освечивает. Ты очень резкий по голосу. Сталин мне пишет. Виссарионович, что значит резкий? А ты не резкий? Ну просто у него на аватарке Сталин стоит. Виталик, огромный привет, привет. От бабушки или от мамы? От бабушки или от мамы? Что тут такого? А, вы про наследство? Нет, кого у меня не осталось наследства, ребят? От кого у меня какое может быть наследство? Нет у меня никакого наследства. Вы что, прикалываетесь, что ли? Дом 3. Ты кто? Ты кто? Я мистер ВВ. Виталий. А вы кто? Ты кто? Как дела? Как Саш дела? У ВВ комплекс был, зубы появились, ну и прям расцвел парень. Ну, у меня действительно был комплекс за моего отсутствия моего зуба, и вообще, в принципе, когда у меня зуб сидел во втором ряду, был комплекс, это правда. Правда, и сделать зубы, знаете, это не сколько мне было, сколько вот это вот этот вот попрощаться вот с этим, понимаете, попрощаться. Если вам не сложно, Виталий, поздравь, пожалуйста, мою дочку с Днем студента. Ее зовут Дарья. Дарья, с Днем студента. Учись хорошо. Становись высококлассным специалистом в своей области. И будет вот так все. Вот увидишь. Виталий, а куда Инга делась? Не знаю. Так, про газон и так далее было сказано образно. Просто когда работаешь и всякие мысли плохие уходят, лучше отписаться, нормальный комментарий короче, вот если вы вот такие все ранимые, вот такие вы все вот с вами нельзя вот как-то вам что-то ответить, ну блин, ребят, ну значит мы правда с вами как-то не сходимся. Ну понимаете, нельзя смотреть того человека, с которой тебе ну как-то не складывается, ну как-то что-то тебе с ним вот что-то вот нет. Ну зачем вы себя мучаете, зачем, знаете? Я никого не заставляю тут на меня подписываться и сидеть с утра до вечера меня смотреть. Ну давайте по-честному мы будем. Никого, никогда и не заставлял смотреть меня. Ой, сейчас, секундочку, ребят. И Кишкина, Карамышкина. Правда, всем что-то приспичило. Так, вот пишу про Виталия. То смех не такой, то голос резкий, то Инна не такая. А что вы тут делаете? Вам все устраивает? Обожаю, Виталий, ваше видео. Спасибо большое, Инна. Спасибо большое. Я тоже считаю, что, знаете, ну, я вам ответил вот буквально 2 секунды назад о том, что а смысл смотреть того человека, который вас не устраивает. Виталий, бросай уже курить, пусть это будет следующая твоя мечта, которая исполнится. Ребята, это вообще очень трудно для меня. Ну, правда, я очень давно курю. Для меня это очень трудно. Я пробовал и бросить курить и с лекарствами, и без лекарств. Мне какие там назначали, короче. Максимальный срок, который я не курил, это было 2 месяца, по-моему. Можно отправить Лене капсулы почты либо СДЭК. Да можно отправить. Но Лена сказала, что ей не горят они, понимаете? Вот вопрос в этом стоит. Откуда ты добрый, чудесный? Я из Москвы. Катюха 30. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не знаю, Костян. Кто фраер и кто сдал назад? Зачем сравнивать с кем-то кого-то? Идите к психологу. Ник там, знаете, сколько какашек на это. Вот люди, вот понимаете, вот одаривают всем тем, чем наполнены, понимаете? Трындец. Здравствуй, Виталенька, зубки супер, Ирина, спасибо большое. Ямочки такие красивые стали, они были у меня.
Какие на трусики, дядя? Что мне написал? Его вопрос скрыт. И мы удалим его. Так, расскажи нам о будущем. Расскажи-ка нам о будущем. Я не пойму, вы что, дошли к Тамаре Карловне? Я вам что тут? Сейчас я вам картишки давайте раскидаю, там посмотрим в будущее. Что, о чем в будущем? Я не пойму. Вы зашли к обычному человеку. И я не гадатель, я там никто. Я просто обычный человек. Обычный. У тебя рога растут. Или это прыщи? Рога. Видите? Рогов понаставили. У меня вообще проблемы всегда с прыщами. Да, ну что есть, что есть. Проблемы с прыщами у меня есть. Да. С прыщами, с волосами, что у меня волос нет, он мне говорит, что они все выпали у меня, что у меня вот здесь вот у меня морщины большие, что у меня еще, что мне там только не писали, когда я зубы сделал, мне написали там, какому доктору мне только не надо обратиться, чуть ли мне там уже не надо, не знаю, там на, вот это, как называется, механизм, который еще рост увеличивает, знаете, как будто я комплексую свой рост. У меня рост 167 сантиметров. Я считаю, что я хороший, у меня хороший рост, мне он вполне устраивает. Я не знаю, мне никогда не надо было, знаете, быть, не знаю, там метр 80. Ну, у меня все в роду такие, как бы, среднего такого роста. Да, Виталик, улыбка очень важна, молодец, спасибо большое. Так, когда начала смотреть с вашей поездки в Питер, жду в Питере. Татьяна, спасибо большое. Я надеюсь, в этом году мы приедем в Питер еще. Еще один прекрасный день, да, дорогие мои. Когда на даче цветочки засыхают? Да, я тоже об этом думаю. Я думаю, может быть, завтра я поеду. О, Марина, привет. Моей добротой тоже пользовались, деньги занимали и забывали. Собаки серые. Слушайте, ну вот это вообще, это сплошь и рядом, Инна. Вот это сплошь и рядом по поводу того, то, что, знаете, я на того уже расстроился в некоторых людей, что... Ой, я даже не буду, даже не хочу об этом говорить. Да, добротой не только, знаете, пользуются там хейтеры. В хейтерах, понятное дело, там хейтеры, всякие люди, которые вот здесь манипуляторы. Знаете, сколько многих? И я даже не думал, что столько больных людей в том плане, что они пытаются к тебе как-то вот подлезть, как-то вот, не знаю, там в личку написать, что-то стать с тобой как-то вот на одной волне, как-то с тобой вот тебя там типа а-ля поддерживать. Но на самом деле это такое косячество, они просто хотят тобой пользоваться, манипулировать и так далее. А сколько... Это вот ладно, это вот здесь. А сколько вот, ну, в жизни людей, с которыми ты как бы, ну, грубо говоря, не знаю, я тот человек, который я готов, там, не знаю, свой последний кусок хлеба отдать своему там ближнему, и люди себя показывали потом совершенно по-иному, и это просто мне вот, ну, есть вот некоторые примеры жизни, вот, которые я вам, да, рассказывал, там, например, предательство, да, там у меня есть видео на канале, когда вот в том году я переживал вот это все. Ну, это же было не связано с каналом, это было связано с моей жизнью, было связано с моими людьми, которые меня окружают. Предательство, какие-то, не знаю, разочарования. Потому что в том году я реально, то есть на некоторых людей по-другому совершенно посмотрел. Когда ты идешь много лет нога в ногу с людьми, отдавая себя без остатка, а получается, что тобой просто пользуются. Ну, блин, это очень обидно. Голос начинает садиться, дорогие мои. Когда с Костей на дачу шашлычок? Слушайте, этого Костю еще попробуйте вывести на дачу. У него там уже планов настроено. Ого-го-го-го-го-го. Виталий, скажи, какую новую мечту задумал? Никакую пока еще. Привет из Алматы, удачи тебе и процветания канала. Спасибо большое, Мария. Спасибо. Ну, если вы хотите процветания канала, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Буду очень вам признателен. А мне нравятся твои матюкашки, особенно в магазинах. Ну, слушайте, да мат он всегда присутствует. Если я там, знаете, я понимаю, что как бы, да, там, когда я один в основном, я не особо там сильно много матерюсь. Но когда я общаюсь с друзьями, общаюсь там в непринужденной мне атмосфере, я могу поматериться, и поматериться немало. Уютный дом, достойная дача, хорошие друзья, канал позитива и добра. Мне нравится. Успехов в процветании вашему каналу. Спасибо большое, Лаки. Спасибо вам большое. Давайте почаще стримы. Слушайте, ну, если будет такая возможность, я буду выходить, конечно. Хотя я всегда об этом говорю и так мало выхожу в стрим. У меня бывает такое, что я могу несколько месяцев не выходить в стрим. Бывает такое. Здравствуйте, у нас в Рязани горит НПЗ уже 2 сутки. Какой ужас. Зубы сделали, копи на гинеко...
Ой, все, я даже не хочу вообще читать это все. Всех Татьян и студентов с праздником, Аленка пишет, да, дорогие мои, всех Татьян с праздничком. С праздничком. Мой сын 165 сантиметров, блогер 545 подписчиков. Все хотят с ним сфоткаться. Светлана, видите, какой молодец у вас сын? Какой он у вас молодец. Сережа Мерс, господи. К нам в Рязань прилетели дроны. Так, и что? Мы 3 года под разными летим. Так, знаем, держитесь. Я когда никому не даю в долг и сама не беру в долг. Как можно поставить коронки за неделю на весь род? Когда ты приезжаешь в ту клинику, которая не просто там какая-то, не знаю, там клиника в конюшне, а которая нормальная клиника, которая, они же и производитель, все можно. Все можно. Очень хорошая клиника, ребят, ну, можете посмотреть. Да, своя лаборатория. И очень быстро, очень классные врачи. Ну, мне очень понравилось. Да, доброту воспринимают как слабость, к сожалению. Я вот, кстати, вот дочитал до последнего, вы что-то не пишите комментарии. Не хотите со мной общаться? Ну, сейчас уйду. Сколько там? Час 15 я в эфире. Да, доброту воспринимают как слабость. К сожалению, предательство и подлость от людей, к некоторым относишься искренне, всегда очень неприятно. Не то, что неприятно. У меня реально рушится весь мир, когда я сталкиваюсь вот с такими моментами в жизни. Я сталкиваюсь, к сожалению, не первый раз. Либо я наивный дурачок, вот знаете, я очень доверяю людям, вот всем доверяю, знаете, вот наивный дебил, вот я вам так могу сказать. Когда я доверяю людям, когда я вот это, и когда вот просто происходит какая-то ситуация, у меня реально рушится весь мир. У меня умирает вера в человечество, у меня умирает вера в людей какая-то внутри меня. И меня это прям очень, 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 очень расстраивает. Виталий, у тебя маму тоже зовут Елена? Да, у меня маму зовут Лена. Виталия, что означает твое кольцо на пальце безымянном? Золотое кольцо мое. Хотим. Я тоже получаю, потом получают всех. Я слушатель больше, Жанна пишет. Виталик, ты супер. Я тоже такая же. А почему все друзья и подруги Судаковой говорят таким голосом? Светлана, каким таким голосом говорят? Каким? А каким надо говорить таким? Каким надо говорить голосом, Светлана? Одержимые, вот просто люди одержимые. Привет из Краснодара, рада видеть. Хороших выходных и вам, Наталья. И вам хороших выходных. Некоторые влоги провоцируют людей, отсюда и негатив к ним. Слушайте, тут даже не блогеры провоцируют, это же, понимаете, это же сами люди. Это же сами люди. Некоторые наполнены этим. Вот смотрите, давайте вот по-честному брать. Я вот вообще ничего такого не делаю, мне приходят изо дня в день, пишут какие-то гадости. Придумывает что-то. Вот возьмите, я не знаю, там Макейченко или Марченко, как у нее фамилия, короче. Сама придумала про какие-то скидки, сама придумала про какую-то муйню. Приходит и пишет, и пишет. Возьмите, у меня на Дзене, короче, появились 3 мартышки какие-то. Что-то там писали. Ну, я, знаете, терпел, сначала как бы внимания на них не обращал, мне вообще плевать, что там кто пишет. Но, когда я смотрю, что эти люди начали уже оскорблять моих подписчиков, моих зрителей в комментариях, я их просто заблокировал, всех 3, прямо разом. И все. Они думают, что это вот, ну, как бы, они старались, пыхтели под каждым там что-то комментом, кому-то там что-то втыкивали, писало. И все, эти все 3 мартышки убежали, понимаете? Все, их нету. Я их заблокировал. Нафиг мне оно это надо? Какое у тебя зрение? У меня -1. По-моему, -1. И... А мне голос нравится, спасибо. Судакова укусила, что ли? Чего кривляешься? Оксана. Да, знаете, у меня вот здесь вот укус Инны. Она мне еще и пяткой в глаз дала. Ну что за бред-то, блин? Я не пойму, чего вы чушь пишете? Долго думали-то, Оксана, что написать-то? Про предательство Мария пишет. Почему ее не слышали во влогах? Ребят, ну, кто сделал какие-то выводы, тот и сделал какие-то выводы. Я не хочу, знаете, вот какие-то... Я не хочу в своих
обижать даже тех людей, которые когда-то меня в чем-то обидели. Не хочу в своих видео и как-то обсуждать с людьми, там, ну, многих из вас я не знаю, кого-то, может быть, я знаю, обсуждать какие-то личные свои там переживания, свои проблемы, именно прям вдаваясь в подробности, ну, не хочу. Я считаю, что не для этого все это. Кривляние зачем? А у меня что, канал, я не знаю, там какой-то супер-мега-политический? У меня канал влоговый. Какой хочу, такой веду. Хочу, буду вообще кривляться, так вот всегда разговаривать. Хочу вообще, не знаю, там глаз косить буду. Хочу вообще себе завяжу. Что хочу, то и делаю. Все. Зачем, не зачем? Смотри, какая, не пойму. Смотри, какая, ужас. Зачем кривляться? Что хочу, то и делаю. Добрый день, Виталий, поздравляю с новым образом. Добро пожаловать, Лариса, спасибо большое. Виталик, привет. С годами пройдет. Начинаешь относиться к людям настороженно. Единицы в друзьях, проверенных годами добра и процветания. Светлана, я согласен. Но знаете, даже вот эти единицы в друзьях, как получается порой, да, вот когда именно единицы начинают от этих близких людей какую-то жесть творить, тогда это еще сильнее бьет, к сожалению. Правильно, в блог, нечем людей обижать. Доброта спасет мир, да, дай бог. Что тут думать, кривляешься, если... Оксана! Оксана! Я не пойму, мы где, на поминках, что ли? Я не пойму. Что хочу, то и делаю, все. Ксюша, Ксюша, Ксюша. Так, в Турцию еще поедете с Костей? Ну, я говорю, мы в апреле собираемся. Мы в апреле собираемся. Дай бог, чтобы все получилось. Виталий, скажите, пожалуйста, где вы обслуживаете свою машину? Может, порекомендуйте хороших мастеров? Буду вам очень признательна. Я обслуживаюсь ребят, которые именно занимаются BMW. Они занимаются в личных гаражах. Может быть, и порекомендую. Вы можете мне написать, если вам прям как бы очень надо, прям... Можете опять мне что-то, да, тут это, подзависло. Можете мне написать куда-нибудь, я не знаю, в ТГ, я вам это напишу. Или в ВК у меня есть возможность личные сообщения писать. Все мы кривляемся. Так, когда делаешь добро, не забудь увернуться от пинка благодарности жизнь. Аленка, Аленка, слушайте, ну никогда, ты знаешь, я никогда не жду, когда я делаю кому-то добро, я никогда не жду в ответ что-то. Я никогда не делаю что-то дашь на дашь. Никогда. Вот просто никогда. Я делаю это искренне, это мой порыв. Вот я захотел, знаете, я тот человек, который мне не сколько приятно принимать подарок, сколько мне приятно делать этот подарок, скажем так. Я заряжаюсь эмоциями людей, когда они принимают этот подарок. Я действительно от этого становлюсь счастливее. Я действительно становлюсь счастливее, когда кому-то там я помогу с какой-то проблемой. И не жду никогда в ответ. Но когда происходят такие ситуации, знаете, когда ты понимаешь, что тебя подставляют и подставляют очень серьезно, это, конечно, писец. Ну и дурак. Вот и поговорили, Светлана. Привет, Виталий. Веселые люди... правильно, Виталий, веселые люди дольше живут. Такие умники поменьше, они постоянно недовольны жизнью. Ну, конечно, постоянно недовольны жизнью. Они зато, в принципе, они вот недовольны, мало того, что недовольны жизнью, так у них нет еще каких-то этих. Вот они говорят, вот у тебя как у старого деда, тут морщина. Ребята, у меня морщины эти, потому что у меня чрезмерно активная мимика. Очень активная мимика лица. Блогеры показывают свою жизнь. Виталий чем провоцирует? Не знаю, чем я провоцирую. Ну, не знаю. Господи, я даже не выговорю это. Людмила пишет, поддержать донатом ты инвалид, многодетная мать, или ты, может, содержишь приют для животных. Мерзко, когда молодые здоровые мужики сидят, кривляются и побираются. Ребят, кто-то сидит вот так вот, побирает, знаете, как мне с этими зубами с моими, с донатами. Те, кто мне не прислал донаты, они мне все написывают о том, что вот, донаты. Вчера, кстати, знаете, мне вчера злой такой вечером был. Не знаю, почему, прям злость была. И думаю, пойду-ка я каких-нибудь хейтерушек там это почитаю. Поотвечаю им. И реально зашел, знаете, немножко стресс свой этот согнал. То есть я понял, что, знаете, как можно иногда свою злость на ком-то это... на ком-то их отыгрывать.
И так вот, и там тоже писали про донаты, про зубы и тому подобное. Ребят, донаты про зубы, это были, я говорил о том, то, что вот кто хочет мне прислать подарок на Новый год, потому что были за прошлым году. Были такие люди, которые присылали мне подарки, ну, там, Балберисы и так далее. Говорю, не тратьте деньги, если вы хотите прислать мне подарок, пришлите лучше мне на зубы. Все, был вопрос так. Я никогда не сижу и не прошу донаты мне на что-то. Чтобы мне там кто-то думает, что мне прислали там донаты, сделали мою всю улыбку. Нет, это не так. Мне пришел один большой донат, который действительно покрыл, если вот так вот взять, наверное, полтора зуба моего лечения. Это действительно так. Но не сказать, что мне всю мою улыбку оплатили моими донатами. Не скажу я так, ребят. И мне было приятно, что люди действительно меня поздравили с Новым годом. Все. Так, чтобы сидеть там всегда с протянутой рукой, нет. Кто-то, почему пишу, ставлю вот это поддержать донатом, кто-то хочет мне прислать денежку там на вкусняшку, еще что-то. Ну что, я должен людей, когда в эфирах потом пишут, как тебе отправить донат, и я там начинаю думать, как вам это продиктовать, лучше я сразу поставлю вот эту вот плашку. Ну, не знаю, короче, это же дело добровольное, никто никого не просит. Кривляются и побираются. Так я заряжаю вас прекрасным настроением, заряжаю вас позитивом. Так что вот так. А кто-то за это деньги берет. Давайте по-честному. Они инозависимые, да. Они иноагенты инозависимые, я вот так могу сказать. Спасибо. Виталий, у тебя снежинки светятся на кухне. Это так красиво. Да, мне они нравятся. Я в том году первый раз их купил, в этом году их же купил. Хотя, знаете, я в этом году хочу их как-то склеить так, чтобы попробовать использовать в следующем году еще. Но мне единственное, вот, переживаю, чтобы там, знаете, никакая грязь не попала, а то будут они потом отклеиваться. Ну, короче, не знаю. То не в том году их выкинул. Они очень такие, они мерцают, интересные. Вы с Артемом рядом живете? Нет, к сожалению. Артем еще дальше живет, чем Лена. Еще дальше, чем Лена живет. Ну, если вот прям говорить по... получается, чтобы доехать до Артема, нужно проехать через Лену, скажем так. Так, почему приобретали так давно, так далеко дачу? Цена была привлекательна? Нет, у меня тогда, когда была дача, когда я покупал дачу, у меня была жива бабушка еще. Я дачу покупал для нее. Скажем вот честно, не прям для нее, а из-за нее. Вот правильно сказать, из-за нее. У меня в этом СНТ есть мои родственники. И я понимал, что у меня бабушка как бы там, да, она там ездила отдыхать, там всякие курорты и так далее, но летом она проводила, как правило, там в квартире, и мне хотелось бы, чтобы она отдыхала на свежем воздухе. Летом. И я знал, что в этом СНТ есть родственники, которые могут за ней в случае чего, ну, посмотреть, да, приглянуть за ней. Плюс ко всему, я знал, что ей будет не скучно, есть там с кем пообщаться всегда. Поэтому вот как-то был именно выбор сделан именно там. Но так получилось, что когда я построил дом, бабушка, к сожалению, умерла. Она не видела внутреннюю отделку. То есть даже она заходила в дом, она была в доме, когда он был построен, но не видела его. Ну и потом я думал, продавать дачу, не продавать, и в итоге потом цены, как раз это же после ковидное время было, цены вскочили, ну, нормально так на строительство. Получается, я построил дом все-таки по старым ценам, еще успел. Я подумал, не буду. Оставлю дачу и начал ее приводить в порядок, вот скажем так. Так что поэтому именно дачу так далеко я выбрал. Если бы, конечно, там не вот вся ситуация с бабушкой, я бы, может быть, даже и не купил бы дачу, потому что я бы думал, может быть, она бы мне настолько сильно не нужна была бы, и, скорее всего, я купил бы где-нибудь поближе. Вообще мечта у меня, честно говоря, жить в частном доме. У меня прям мечта, я прям очень сильно хочу где-нибудь, ну, я понимаю, что это, конечно, трудновато, где-нибудь недалеко от Москвы купить себе какой-нибудь дом, участок, либо там, может быть, когда-то в дальнейшем продать квартиру, купить, может быть, какой-то, ну, не знаю, короче, я вот хочу жить в частном доме. Мне так надоело жить в квартирах, это просто. Вот знаете, у меня есть определенная проблема, я приехал и опять офигел. Опять откуда-то я убил одного таракана. Откуда он вылез, откуда он появился, я не знаю. У меня уже закрыты все решетки на это, у меня чистота дома. С подъезда, наверное, ползут. Я не знаю, я вот реально не знаю. Ну, больше я их не видел, ну, просто, ну, знаете, вот такие вот моменты, они меня бесят. Меня бесит то, что, знаете, выйти в подъезд, а там кто-то, у меня вот есть соседи, которые снимают квартиру здесь, арендуют. Поели сникерс, прям могут кинуть вот эту бумажку прям на пол. Мне это не нравится. И я иду, поднимаю эти бумажки, чтобы вы понимали. Я им высказываю. Ну, знаете, как всем это... Вот так вот все. Ну, я просто человек, который я люблю чистоту, я люблю порядок.
Мне вообще как бы, мне вот тесновато становится в квартире. Я хочу вот жить в частном доме. Конечно, я понимаю, что в частном доме жизнь это совершенно другая жизнь. Ну, блин, не очень бы хотелось, правда. Но жить на даче это далеко. Это далеко от Москвы, я не могу себе позволить так жить далеко от Москвы. Так, та-та-та, доброе утречко. Ну, нифига себе утречко. Я не знаю, сколько у вас времени, у нас уже 3 часа дня. Утречко. Доброе. Так, людям интересна чужая жизнь, потому что своей нет. Ну, как вариант. Какие книги читаете, что слушаете, какие фильмы смотрите? Слушайте, книги давно уже не читал вообще, на самом деле, я очень сильно люблю психологию. Прям раньше, прям, знаете, этим прям увлечен был очень сильно. Фильмы, честно, я вам давно, вот честно, как я завел канал, я вообще перестал вообще включать телевизор. Я вам честно могу сказать. А все фильмы, которые я смотрю в основном в кинотеатрах и хожу когда с друзьями. Некогда мне смотреть, правда. Мое свободное время все уходит на канал. А какие-то остальные моменты, блин, я либо работаю, либо еще чем-то. Мне некогда. Вы лекарь? Ну, хотите, я вас исцелю? Я целитель. Нет, не лекарь. Привет, Виталий, привет. Когда взрослый человек кривляется, это глупо. Светлана пишет, это не глупо. Глупо, когда взрослый человек строит из себя еще взрослее. И строит из себя, я не знаю, человека, который там, не знаю, вот нельзя ему показать свои эмоции, когда человек сжимается себя внутри, когда сжимает свои эмоции, когда он идет веянию общества, и когда он не может показать себя тем, кем он является. Вот это глупо. Глупо жить чужой жизнью. Вот это глупо. А не глупо это жить своей жизнью, прожить свою жизнь, наслаждаться своей жизнью, улыбаться себе, улыбаться каждому и так далее. Я, знаете, всегда говорил на своем канале, не бойтесь улыбаться. Вот чем вы больше будете улыбаться людям, поверьте мне, вам чем больше будут улыбаться в ответ. Улыбайтесь, улыбайтесь. И не нагнетай. Слышали новость, что Игоря из Аноры, актер Юрий Борис, номинировали на Оскар, как лучшая мужская роль второго плана. Ну, может быть, не знаю. Я такого даже не знаю, ребят. Так, с годами все хорошо, наедине с собой. Виталий, спасибо большое за поздравление дочки. Всего самого наилучшего. Зубки супер. Твое видео, мой антистресс, юмор, твой очень даже нравится. Кривляясь, и тебе идет, и никто не обращает внимания. Спасибо большое, Ольга. Спасибо большое. Спасибо большое, что тем, кто вот воспринимает юмор, даже мои вот эти походы по магазинам воспринимают как сарказм, как юмор. Вот умейте смотреть на какие-то вещи под другим углом. Понимаете? Под другим углом. Мистер В, привет из Пугачева. Привет. Привет Пугачеву. Привет, привет. У вас голос провоцирующий. В смысле провоцирующий? Какой должен быть голос? Олень. Приятно познакомиться. Поздравляю с новой улыбкой. Спасибо большое. Так, подождите-ка. У нас в Башкирии 17:00. У меня тоже 3 часа дня, ну, утречка. Так, только проснулись, ну, доброе утро. Вот счастливые люди, которые могут просыпаться тогда, когда они хотят. Хотя, знаете, когда я просыпаюсь поздно, я себя ненавижу. Вот прямо я просыпаюсь уже с плохим настроением, потому что я себя ненавижу, что я проснулся поздно. Поздравляю, так это читал. У меня тоже на лбу такая же морщина. Да, это от мимики. Постоянно брови поднимаются на эмоциях. Ну вот. Можно модератором стать, можно модератором стать, если можно. Можно модератором стать, если можно. Но я модераторов уже давно никого не делаю. Я всех удалил, всех своих модераторов. У меня остался один Костя. Мне это вполне устраивает. У меня нет ни админов на канале, в телеге. У меня нигде нет. Только я сам. Я сам себе хозяин. Я сам себе хозяин. Мой канал, что хочу, то и делаю. Никого у меня нету. Потому что, ну, короче, вот так вот. Перестал кривляться, стал красивым мужчиной. Ну, буду кривляться. Стану идиотским мужчиной. Привет, большой из Франции, привет. Франсье, привет, привет. Почему бы не помочь, если любите блогера? Ну, тут разные. Ахахах, точно, точно. Тогда Кабан, здравствуй, Виталя. Так. Марина летит. Короче, что-то пишет. А баньку на даче построить не думали? Слушайте, мне баня на самом деле не особо нужна. Я не люблю париться, мне, во-первых, и нельзя, я гипертоник. Но Костик хочет.
Как бы для друзей, возможно, наверное, да. Ну, я думаю, что со вторым участком, потому что на текущем участке, ну, некогда я ставить. Я не хочу, знаете, все загромождать. Я вообще хочу, чтобы... Я изначально хотел, почему дом так, знаете, в конец убрал. Я хотел, чтобы у меня было вообще как бы более просторно, более свободно. Знаете, вот прям мне хочется простора. Не хочется простора. И даже второй участок, если будет, я тоже баню поставлю там, значит, в самый конец, чтобы был простор. Я хочу сад. Почему я хочу второй участок? Хочу сад. Сколько тебе лет? Подписалась недавно на тебя. Люблю смотреть твои ролики. Ты классный. Ой, Евгения, извините. Мне 33 года, скоро будет 34. Кто-то думает, что мне 45, кто-то думает, что мне 75. Ну, как говорится, под лицу все к лицу, любой возраст мне. Так, где работаешь и кем? Так, люди, будьте добры. Виталик, зубки классные. Тамара Карловна теперь тоже с очаровательной улыбкой. Браво. Так, серый, ты какой-то ты серый. Какой-то ты серый. Здравствуйте. Простите за вопрос. Сколько вам лет? Только что ответил. Привет из Ташкента. Ташкенту привет. У меня тоже 3 дня, но у меня утречка. Так, Башкирия 17:00. От тараканов ростки на картошке сырой. Ну давайте, да, мне еще ростки. Макиченко реально хочет, чтобы у меня как-то у меня тут реально плесень везде была. Нет, спасибо. Давайте ростки от картошки, да, чтобы они жрали их, да? Чего несете, блин? Привет, сколько тебе лет? Ну, я видите уже, ребят, сколько мне лет. Обожаю дачи, спасибо большое. Та-та-та. Виталий, скажите, пожалуйста, у вас у Инны правда, скажите, пожалуйста, а у Инны правда тортик есть? Извините, что спросила, не в тему. Ребят, ну, конечно, есть, это раз. Во-вторых, вот вы понимаете, вот вы мне спрашиваете, да, что вот почему я что-то не показываю в своей жизни. Ну вот вы же видите, как вот как кто-то реагирует, да, на какую-то, когда показываешь чрезмерную жизнь свою, чрезмерно пускаешь, когда вас в свою жизнь, кто-то этим начинает пользоваться. Конечно, она не показывает это все. Для чего это ей надо показывать? Зачем? Зачем это выносить на всеобщее обозрение? Знаете, порой счастье любит тишину. Ты мне очень нравишься, добрый, с чувством юмора, отзывчивый. Спасибо большое, Аленка. Правильно. Улыбаться и кривляться — разные вещи. Светлана, да хватит быть такой, я не знаю. Бякой. Сжатые люди — это плохо для здоровья. Они не только, они только после алкоголя расслабляются. И то, Марина, не факт. И то не факт. Они вот сжатые, у них постоянно, понимаете, у них постоянный запор. Вот это вот те люди, которые вот живут всю жизнь с запором, которые не могут сходить в туалет. Они вот до того вот все в себе держат. Они выходят, вот извергаются в комментариях. Вот люди с запором, понимаете, все время с запором ходить. Это же ужасно. Это же просто ужасно. Хотя вот сколько всяких есть лекарств. Я тоже не люблю квартиры. Хочется дом в лесу подальше от людей. Посмотрела тебя в записи, а то занята. Хорошо. Смотрите, надо за меня в записи. Я вас смотрю, и настроение поднимается. Это поднялось. Это же супер. Стас, это супер, что я поднимаю вам настроение. Знаете, я вот больше, у меня канал больше, знаете, не сколько там даже о моей жизни, сколько мне просто хочется порой, вот, знаете, кому-то как-то сделать, как-то немножко поднять настроение, доброту. Я же почему в начале видео всегда говорю «еще один прекрасный день». Я не только вас настраиваю, то, что вы должны понять, что сегодня еще действительно еще один прекрасный день. Думать надо именно так. Ну и себя на это настраиваю. У меня порой я выхожу, начинаю снимать после тяжелого рабочего дня, когда мне все бесит, когда мне все раздражает. Но я выхожу и говорю «еще один прекрасный день, дорогие мои». И он должен быть такой. Какую кухню предпочитаешь? Русскую. Русскую, ребят. Я люблю нашу славянскую даже. Давайте так скажу, славянскую нашу кухню. Вот я ее люблю такую. Походы по магазинам мукбанги — это супер. Ребят, ну мукбанги я не знаю. У меня 50 на 50 с этим. У меня не особо аудитории моей заходит в мукбанги. У меня не совсем те мукбанги, о которых прям можно называть мукбангами, потому что я не могу вот так вот, знаете, жрать с тарелкой у рта. Ну, не могу. Так, кто там жрет, у них все... Ой, не могу. Я не могу. Так, а по цене, по расписанию, как примерно... Так, раз, два, 7, 8, 10. И напишет, а по цене и по расстоянию, как приемлемо от Москвы домик? Слушайте, ну, то, что я строил дом, неважно, хоть тут же цена участка только зависит. Прямо рядом с Москвой сколько участок стоит, сколько стоит участок, да, это разные, конечно, две вещи. А цена дома-то она одинаковая будет в любом случае.
Виталик, кривляйся, мы тебя любим. Спасибо большое. Виталик, давно обещаешь рассказать про знакомство с Костей. Когда все-таки расскажете? Марин, надо Косте сказать, мы просто вместе запишем. У него тоже на канале спрашивают, надо вместе об этом сети записать. Сколько людей написали, что кривляешься? Ты же не подросток, ну чё за муйня? Чё за муйня? А? А вы чё, я не пойму. Вы что, бабка? Что вы пишете вот такие вещи? Ну, даже если вам там немножечко за 30, ну, проявите, проявите немножечко какого-то, не знаю, там, внутреннего задора своего. Я только проснулся. Доброе утро. Прослушал про вашу бабушку, это мило. Жаль, что бабулечка не дожила. К сожалению, да. Висит интернет, ребят, висит. Увы, Виталий, а ты тоже Овен по гороскопу? Да, тоже Овен. А я ложилась спать, спать буду скоро. Ну вот. Марина, я тоже. Так, я тоже гипертоник. Та-та-та. Поздравляю с днем студента. Какого у вас образования? Никакого. Вера, спокойной ночи. Я тоже хочу загородный дом. Мне 47, я гипертоник. Плохой прямой эфир. Все висит и постоянно что-то говорит. Смотрите этот эфир в записи, значит, дорогие мои. Обязательно его сохраню. Можешь не шепелявить, а я не щепелявлю. Как сцепелявить я могу, я не щепелявлю. Щепелявить. Щепелявить. Какая разница в возрасте у вас с Артемом? Слушайте, Артем... Я не помню, Артем 94-го, по-моему, года. Года 3, наверное, разница. Я года на 3 старше его. Я гипертоник. Таблетки выписали и не помогают. Не знаю, значит, надо идти к врачу, чтобы выписывали другие лекарства. Надо подбирать правильные лекарства. Идите к кардиологу, чтобы подбирали правильные лекарства. Значит, не ваши те лекарства. У меня, когда мне первые назначали лекарства типа энолаприла, они вызывали у меня кашель. Суббота, ремонт у кого-то. Слышите? Я еще в шоке. У меня возболели кашель. После этого я пришел, мне назначили другие лекарства. Опять какая-то муйня забежала. Так, мы блокнем его. Угу. Быть блогером это очень сложно. Ну, нужно уметь не обращать внимания на хейт, на неадекватных людей. Постоянно закаляешься, конечно же, это постоянно стресс. Это не стресс. Лен, это был, может быть, раньше, Елена, стресс. Когда я в том году, для меня, может быть, я что-то говорил, что я не реагирую, но действительно я реагировал, порой на какие-то моменты уходил. У меня вообще, в принципе, тот год выдался для меня очень тяжелым. Сначала это было с каналом как-то связано, потом это с предательством, потом еще как-то. А сейчас я понимаю, что мне еще плевать. Вот просто плевать. Вот серьезно. Кто бы мне что бы ни говорил, верил мне, не верил, мне реально плевать. Но я начинаю блокировать людей только в основном тогда, когда либо нарушают мои правила сообщества, либо начинают оскорблять моих зрителей. Тогда я начинаю блокировать уже этих людей о том, что идите вы на задницу. Одно дело вы когда... еще я блокирую иногда, когда про кого-то говорят совсем уж плохо, который появляется у меня в... Ой, да, уже все, заговариваюсь, ребят, надо заканчивать эфир. Которая появляется у меня со мной в кадре. И вот про моих друзей, когда начинают совсем говорить, я тоже начинаю их тоже блокировать. Не друзей, а тех людей. Ростки картошки реально отпугивают этих зверей. Тараканы не звери, ребята. Они думают, что люди скажут, как будто живут для них вокруг. А так оно и есть. Но кто-то думает, что я тут, знаете, веду канал для кого-то. Для чего? Ну, то есть, я имею в виду, для того, что мне кто-то как-то мне скажет, как мне правильно жить, как мне еще что-то. Ну, нет же. Ну, нет. Виталий, когда собираетесь всей дружной компанией с Инной, Леной Забенковой, Костей и Женей? Не знаю, пока таких планов не было. У нас ночь, я на работе, как-то развлекаться нужно, сон разгонять. Вот тебя и буду доставать. Так, здорово, четырехглазый. Здорово. Что, одноглазый? Артем, ваш ровесник, Артем младше меня на 3 или 4 года. 3, наверное. Мне кажется, он 94-го, я 91-го года. Про предательство. Так, ребят, я не буду вообще никого упоминать. Так, как научишься плевать, как научиться плевать и не реагировать?
просто не реагировать. Вот просто не реагировать. Надо просто понимать, что ты хочешь. Надо понимать, кто тебе пишет. Тебе пишут в основном гадости именно те люди, которые... Вот давайте так, давайте вот по-честному. Здоровый, адекватный человек, даже если он зайдет на мой канал, если он увидит, что я дебил, что я в его понимании какой-то не такой, что он сделает? Он просто свернет, уйдет с этого канала. Ну, что-то ему не понравится во мне. Он просто возьмет и уйдет с моего канала. Как и я, например. Если я зайду на чей-то канал, а мне он не понравится, я просто развернусь и уйду. Потому что у меня адекватная психика, потому что у меня адекватное восприятие. Зачем я буду писать кому-то гадости? Пишут гадости именно те люди, или там, знаете, как-то хочет задеть, либо еще что-то. Те люди, которые хотят именно попользоваться твоей энергетикой, которые именно ждут твоей обратной связи. Поэтому надо это четко понимать, это надо понять, пережить это. И тогда ты перестаешь вообще на это реагировать. Я вам серьезно говорю. Я из Австралии. Привет, привет, привет. О, Виталий, привет, отлично выглядишь. У нас в квартире та же фигня с тараканами. Нет, да и вылазь, откуда не возьми. Все заделали решетками, заменили трубы, оказалось из подъезда. Я вот тоже так думаю. Привет, привет. С праздничком Днем Татьяны. Всех вас, дорогие мои, и с Днем Студента. Откуда в тебе такая педантичность? Научи. Я люблю просто, чтобы было все по своих местах. Вот я прям люблю, чтобы было все на своих местах. Вот я положил, чтобы было на этом месте, значит, оно должно лежать на этом месте. Запор у тех, кто воду не пьет. Виталий, привет из Подольска, обожаю твой юмор. Зубки супер, спасибо большое, Надежда. Вопросы, как в анкете. Ну, надо же, Виталик рожатый. Виталий, это Айкос, да. Борной кислотой с вареными яйцами от тараканов. Кстати, я тоже про это слышал. Я даже покупал, знаете, шарики с борной кислоты, продаются на маркетплейсах, их пытался. Но я не могу понять, как понимаете, насколько они работают. Потому что у меня как таковых тараканов дома нету. Мне везде расставлю, на всякий случай. Мне везде расставлю. Но вот эти вот залетные, они приходят. Я, видно, вот эти залетные, когда приходят, я их сразу... И все, канаю. Ну, то есть я их потом не вижу очень долгое время. Но как вот избежать вот этих залетных? Меня отвращение вызывает. Мне сразу начинается, знаете, вот эта вот внутренняя какая-то, не паника, а вот сразу внутренний какой-то дискомфорт. У меня есть средства дезинфекции, я быстрее дезинфицирую все. Ну, короче, для меня это просто вот какой-то прям, короче, такая себе. Просто у меня плохой аппетит, а вы вкусно едите, даже вкушаете. Ну вот. Так. Так, ребята, я это читал, что-то видно, как-то туда-сюда скачу, да? Артем ваш родственник, почему? Питер, нет, я в Москве. Блин, дядька нарочно сверлит, ну так оно и есть. Кто это чмо? Александр, не знаю, откуда ты такое. Ты написал из Австралии. Сам написал, сам ответил, такой интересный. Так. Витальку, как пчелы уже... Витальку за пчелу уже приняли. Ну вы что даете? Так, мне нравится смотреть вас. Спасибо вам большое, дорогие мои. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто меня смотрит. Ну что ты сверлит тут еще? Суббота. Ну сейчас по-любому чате. Сейчас. Сейчас ему там дадут просраться. Сейчас там в чате как начнут поднимать. Виталик, а кто тебя научил быть таким педантичным? Так это я читал. Мон, природа, матушка. Мужик, все сверлит. Откуда знаешь, что это мужик? Ну, что там женщина сверлит. У нас такие женщины есть. Которые сверлят еще так. Может, она как раз-таки своего мужа сверлит. Для вас есть белое и черное. Нет, так не работает. Так, Александр, иди-ка ты в баню. Да? Пока. Так, кто тебя научил быть чистоплотным? Да никто меня не учил, блин, я сам такой был всегда. И сам всегда был таким. Я не могу сказать, что даже, знаете, у меня там в детстве, что мои родственники всегда были какими-то такими. Нет. Не знаю, как-то вот... Мне всегда хотелось быть
вот минималистично, чтобы было все вот, ну, именно только то, что нужно, чтобы все подходило. Я очень, ну, я знаю, что вы знаете, я очень сильно отношусь там к выбору каких-то вещей, например, тем более там для декора, для интерьера, трепетно. Для меня это очень-очень важно. Виталий, в этом году собираетесь что-то сажать на даче? Газон. Так, мы заделали все швы в входной двери квартиры. Пока помогает. Всех, Танюшек, с праздником. Да, вас тоже с праздничком. Слушайте, знаете, мне тут говорили, не знаю, Таня, попробуй, писали мне, что есть вот эти вот, короче, средства, которые для собак и для кошек, вот эти вот именно, которые вот продаются от блох, вот такая вот, знаешь, как чистилка, короче. Не знаю, чистилка или, наверное, которая прям обрабатывает собак вот от блох, от этого всего. Вот этой пшикалкой можно, типа, входную дверь попшикать, и реально, типа, тараканы не идут. Я не знаю, правда это, неправда, типа, это безопасно для животных. Но говорят, что это вот очень сильно хорошо помогает и надолго результат. Не знаю, ребят. Поняли, да, что я имею в виду? Что вот обрабатывает вот шерсть. Привет! Недавно на твоем канале очень нравится твоя мусечка. Расскажи, сколько ей лет и как она у тебя появилась. Мне ее подарили на Новый год, подарила мне ее подруга моя хорошая. Мусечке уже 12 лет. Живет со мной припеваючи. Спит еще, даже не вставала. А тараканов есть дуст китайский, супер. Вещь брала в китайском магазине в черной коробочке. Соседи свиньи развели. Слушайте, я даже не знаю, что с соседями в этом моменте делать. У меня даже, знаете, у меня даже в лифте есть, понимаете? Я даже в лифте видел. Я причем сколько раз есть же наш портал «Наш город», когда ты отправляешь фотографии, чтобы там провели дезинфекцию. Что-то они проводят ее, ну, все равно там нет видео. Когда день рождения? У меня день рождения 31 марта. Виталик, мне надо лечить зубы. Расскажи, как не бояться. Просто брать и не бояться, перебороть свой страх для начала, прийти к доктору и сказать, что я очень сильно боюсь. Я очень сильно боюсь. И поверь мне, если это хороший доктор, а это хороший доктор, в любом случае, сейчас уже прошло то время, когда прям будет больно, он сделает все, чтобы тебе было не больно. Барса тараканов. Да, вот типа барса, вот что-то такого рода, который вот как раз таки это есть. Купи регент 800, средства от тараканов, клопов, тра-та-та, помогает очень хорошо. Сделайте раствор, попшикайте в подъезде. Ребят, ну, хотя у меня нет собак в подъезде. А если моя мучка выбежит в подъезд? Так, сколько комнат в твоей квартире? Две. Это, наверное, после смерти мамы стало рационально все использовать. Весь на пенсию бабушки тяжело жить, я понимаю. Нет, ребят, я был, когда еще мама была жива у меня, я помню, я вставал, у меня было вообще, в принципе, я любил всегда чистоту. Я бывало, то, что я просыпался раньше, там кто-то могли там спать, а я мог там пойти, там посуду помыть, знаете, еще что-то там. Ой, привет, всех с праздником, дорогие мои. Скажи, как зарабатывать, чтобы на все хватало? Не знаю. Не знаю, ребят, этого нету. Понимаете, чем больше ты зарабатываешь, тем больше тебе надо. Вот это так вот работает, к сожалению. Так, а почему нельзя кривляться, восхищаться, любить жизнь? Не знаю почему. Ну, это люди, скованные жизнью, понимаете, скованные. У Артема тоже в марте же. Вы овны оба, да, у Артема по 28-го, а у меня 31-го. Если в доме есть мусоропровод, то тараканы неизбежны. Просто по квартире разложить ловушки, раптор. Ну вот у меня и расслушаны они все. Я чаще меняю. Вы написали 6 месяцев, я меняю раз в квартал где-то их меняю. Ни разу нигде никого не находил дохлого. Ни разу. Вот сколько был, ни разу. Но лежат у меня на всякий случай. Даже в шкафах лежат на всякий случай борные шарики. Вот эти вот, которые я вам рассказывал, то, что я на маркетплейсах покупал. Ни разу нигде не находил. Пишут гадости неустроенные. Счастливые делятся счастьем. Ай, ребятки, у меня уже язык заговаривается, я уже устал. Ты такой умный. Ну, у меня какая большая голова. Видите, какая большая голова. Ой, Артем общается, ну я откуда знаю. Я что, знаете, вот мне некоторые такие вещи спрашиваете, там, а кто с кем общается, я откуда знаю. Думаете, я когда, например, вот общаюсь там с человеком, мне вообще без разницы, кто с кем общается. Я, главное, как я общаюсь с кем-то. Знаете, это как многие мне пишут там,
Как так? Ты там вот общаешься с тем человеком. Ребят, я общаюсь до поры до времени, пока человек хорошо со мной общается. Вот человек ко мне с добром, и я буду к человеку тоже с добром. Слава России! Слава России! Попшикать около мусоропровода. Слушайте, там пшикай, не пшикай. Вот честно. Пшикай, не пшикай. У меня соседи такие свиньи. Вот прям реально свиньи. Они идут, я не знаю, как можно идти, выбрасывать мусор, и по дороге можно пол помидорина это, ну, как-то потерять. Вот я не знаю, как, но у меня такие соседи. Первый раз попала на ваш эфир, рада вас видеть. Привет вам из Московской области. Привет, мои холодцы. Привет, Московской области. Виталий, я беременна, я назову именем своего ребенка твоим именем. Елена, это ж круто. Спасибо. Ну, я же понимаю, что не ради меня вам нравится, но просто вам, наверное, нравится. Вот вы Елена, вот у меня мама тоже Елена. Вот так вот. Бывает, что с очками? Первое стекло ниже. Почему ниже-то? Все нормально у меня. Подождите, нет, правое стекло ниже. Да почему ниже-то? Может, у меня брови просто нет, неровные? Я не знаю, они ровные, ребят. Виталик, спасибо, что посмотрел пародию на тебя. Да, да, я помню. Ты, по-моему, из Казахстана, да, по-моему, Алмат? Я помню эту пародию. Я даже в ТГ, по-моему, это. Я вообще, на самом деле, не против, когда мне кто-то пародирует, кто-то меня высмеивает, вообще не против. Ну, господи, испугался, эта кофемашина выключается. Я отношусь к юмору, как и должен относиться к юмору. Я это все прекрасно понимаю. Я прекрасно, понимаете, отношусь к этому нормально. Другое дело, когда, знаете, когда заходят ко мне на канал, и мне потом говорят, что на тебя там сделал кто-то обзор. Заходишь к нему на канал, а там, ну, интересно все равно посмотреть. Ну, давайте так. Я же ведь тоже человек, мне тоже интересно что-то посмотреть, что там про меня говорят. Почему я когда-то заходил, знаете, в свое время в чаты там каких-то хейтеров? Потому что мне интересно было посмотреть... Ну, интересно мне знать, что про меня там тоже говорят. Ну, все равно, это же, понимаете, это банальный человеческий интерес. Так вот, я всегда вот за юмор, я всегда за творчество. Я считаю, что вообще YouTube — это творческая платформа. Она даже называется творческая студия, потому что это творчество. Вот это классно. А когда ты заходишь, про тебя сделали обзор, и человек вообще меня ни разу не смотрел и говорит, что я езжу там на Kia, понимаете, на даче сам ничего руками не делаю, а кто-то за меня там что-то делает, я показываю только результат. Мне хочется сказать, ну ё, Тришкин, Матрышкин, ну то хоть видео, хоть одно посмотрел бы. Понимаете, вот врут, просто врут. Поэтому вот такие не люблю. Такие не люблю. А вот даже я, когда делал пародии свои, да, вот эти вот, ну, блин, ну это же круто. Я считаю, что это веселье. Надо, вот поймайте какой-то кайф. Ну, поржать можно, да. Может быть, не у всех получается все как надо. Ну, блин, ну это же за пробу-то лучше будет, правильно? Виталик, у тебя есть телевизор? Если есть, то какая диагональ? У меня здесь телевизор маленькая диагональ, у меня тут потому что умещается только 28 дюймов, а в комнате у меня 69. В комнате у меня огромный телевизор. Я хочу больше купить. Да. В комнате у меня большой телевизор, у меня большая кровать на всю комнату, моя спальня, и большой огромный телевизор, чтобы было прям ровно все видеть. Кофемашина, да, кофемашина еще та с собакой. Виталий, у тебя есть телевизор? Есть. Так, я ответил. Виталика, я твои пародии пересматривала с дочкой. Спасибо. Привет, я из Узбекистана. В данное время в Америку. Привет, я из Узбекистана. Я в данное время в Америку. Пропустили, видно, слово. Привет тебе и все россияне. Привет, привет. Нет, я с России. Алмат, почему не можешь, ты с Казахстана? Не знаю, почему-то я так подумал. Наверное, что-то я не так. Вау, мне тоже нравится огромное ТВ. Ну. А я еще и играю иногда, ребят. Я же играю еще, иногда тоже в койку играю. Кто-то об этом не знает. Иногда с Костей также играю, там, в эти Fortnite и так далее. То есть, бывает, ну, я не игрозависимый, я не как Костя. Но бывает такое, когда я, например, хочу что-нибудь отвлечься от всего. Вот я такой разносторонний, знаете, человек. Подскажи, как заработать на большой ТВ? Очень легко и просто. Как и на зубки, например. Берешь кредит, а потом зарабатываешь и платишь. Как заработать?
Вы откуда? Я из Москвы. Здравствуйте. Зачем вы терпели оскорбление от судна? Судна. Что за судно? Я даже к порту не подходил, ребят. Я даже к порту не подходил. Виталий, здравствуйте. Я правильно посчитал? Вам зубы обошлись где-то в $5000, да? Чуть больше, да. Как Женя, ну, вы должны понимать, вы считаете, я почему назвал зуб за один зуб? Потому что каждый выбирает сам, сколько ему ставить. Кто-то ставит 28 зубов, у кого-то всего 20 ставит, только зону улыбки, да? Кто-то там еще как-то, ну, у всех по-разному, у всех по-разному цена будет. Как Женек поживает, друган? Слушайте, я про него рассказывал сегодня нормально. Ахаха. Говном вас облила, а вы ее защищаете. Лёля. Ля-ля. Вам надо Люля себя назвать. Люля-ля-ля. Так, а наркоз или там предлагают, или вы не в курсе? Слушайте, там много чего у них есть. У них есть и наркоз, и общий наркоз, и все на свете, там что только нету. Вы напишите им, они же, ну, блин. Ребят, я просто рассказывал свою историю. Если вам что-то интересно, я же не врач, я же не человек с этой клиники. Если вам интересно что-то про клинику, я оставил там для своих любимых подписчиков контакты. Напишите, пообщайтесь с ними. У них много чего есть. У них много чего есть. Виталик, так смешно, но мне не дают кредиты, всякие кредитные карты. Обидно. Значит, надо откладывать. Значит, вы еще безумчик, понимаете? Мы не можем, вам отказывают на... ой, господи, как это назвать? На какую-то скорую покупку. Вот кредитные карты это зло, знаете, на какую-то скорую покупку, необдуманную покупку. Поэтому у вас есть возможность отложить эти деньги и не переплачивать. Смотрите во все плюсы. Ищите во всем плюсы, дорогие мои. Виталик, по сфере работаешь, вы технарь или гуманитарий? Слушайте, я не знаю, у меня что-то и от того есть. Ну, смотря, понимаете, мне вот прям трудно назвать себя, вот определить кому-то именно гуманитарий или технарю какому-то, ну, трудно. Больше, наверное, гуманитарий, скорее всего. Ну, короче, я не знаю. Привет, Виталик, ты уже дома в Москве, да? Как вы расплачивались с клиникой? Деньгами. Натуры не предлагали. Ой, вы выглядите на узбеки. Чего? У вас диагональ больше метра. Что я не смотрю. Все время на компьютере. Так, а работа у вас удаленная, с IT связана. У меня в Т-банке 70к лимит. И то не пользуюсь, нахрен это надо. Слушайте, а я весь лимит свой исчерпал. Везде, со всех кредиток. У меня сейчас получается, ну реально, у меня получается сейчас реально со всей вот этой историей, у меня там долги, которые нужно сейчас закрывать. Виталик, научи откладывать. Мне бы сейчас кто бы меня научил. Ну, так получилось. Так получилось. Где купить курилку? Какую курилку, ребят? Знаете, когда есть мечта, ты опустошишь все свои кредитки, либо пойти и сделать. Добрый день, а сколько Виталику годиков? Или уже неприлично спрашивать и у мужчин? Ребят, ну мне уже 500 раз сегодня спрашивали, но скажу еще раз. Мне 33 года сейчас, на сегодняшний день. Вопрос бы был, налом платили или им переводом в клинику? Слушайте, налом, конечно, ну, картами нельзя платить. Картами российскими нельзя платить. У меня была карта с собой Union Pay, которую я в Россельхо сделал. Оказалось, что она ее даже никто нигде не принимает. Зубы важны, так что справишься с кредитом. Я тоже думаю, ну что делать? Как и мне. Я имел в виду налом. Можно сейчас посмеяться и про нал. Или можно сейчас посмеетесь и про нал, и по карте. Слушайте, можно, но это не те деньги, эти же деньги можно вам провозить. Сейчас, там ограничение есть 10 тысяч долларов, по-моему, нельзя. Больше 10 долларов налом нельзя вывозить из страны. Потому что у меня даже, когда я проходил границу, меня спрашивали, сколько у меня денег. Сколько я с собой везу налом. Ты шутник только мне подожди. Ты шутник, только мне записать... Записал, не отвечаешь. Я задаю вопрос, как выглядит
На узбеке. Я не понимаю, что за вопрос вы задаете. Если это переводчик какой-то, то я не понимаю. м, Я выгляжу как узбек, ну, не знаю. У меня вообще нету никого из Узбекистана, из родни. Так, скажите, как копить? Зарабатываю немного, ни на что не хватает. Так как накопить? Ребят, ну, блин, надо увеличивать свой доход. Вот знаете, я сейчас, вот у меня есть такой вот вопрос, вот знаете, какое-то мое опустошение, почему я вам говорю, что да, снимать, потому что у меня есть вопрос такой, думаешь, блин, может вообще взять и на вторую работу куда-нибудь пойти устроиться, может пока с каналом подзабить, да, пойти где-нибудь денег заработать, чтобы кредит закрыть или еще что-то, знаете, ну, вот бывают такие вот мне, такие. Ну, тут вопрос в том, что вы хотите, либо вы готовы от чего-то отказаться, либо готовы пойти еще где-то заработать. Сейчас, благо, проблем на рынке труда нету. Ну, в том плане, что то, что он сверлит, сверлит. Ну, в том плане, что работу найти, мне кажется, не так сложно. Все едут из России в Казахстан делать карту Каспий и живут легко. Ребят, ну, кто-то делает там в Казахстане, еще где-то карты. Я не хочу открывать никакие зарубежные счета. Не хочу. За эти счета надо ходить потом отчитываться, вот этой всей муней заниматься. На кой мне это надо? Вот не хочу. Я что-то где-то оплачиваю, с другой стороны нет. Если поехать, чтобы только зубы один раз оплатить одну оплату, да нахер это надо? Ну зачем? Я что, я постоянно где-то в других странах? Нет. Нахера мне это надо? А ты бы стал встречаться с девушкой старше тебя на 5 лет? А почему нет? У меня армянская карта тоже работает на Бали. Ну, блин, вам, может, нужна она, мне не нужна. У меня армянская карта, так это я прочитал. Прикольно, 33, у меня сыну уже 36. Видите как? Галка, Сибирь. Думаете, что легко найти работу, смотря что за специальность? Так как и непонятно в какой сфере, большой секрет. Слушайте, да работу можно всякую. Я не боюсь работы. Я не боюсь работы любой, даже руками. Я вам больше скажу. Я даже могу пойти к Косте работать. Если я захочу, если мне понадобится вот острая необходимость в деньгах, ну, не то, что неправильно я сказал. Если, ну, образно говоря, да, ну, так получится, что мне нужно вот пойти на вторую работу, я все-таки решу, да, пойти на вторую, я могу даже пойти к Косте на работу работать. Вот даже могу пойти к Косте наработать обычным работником работы. Справлюсь, не справлюсь, второй момент. В том году делала зубы в Стамбуле. Полностью весь рот, импланты 15 тысяч евро, а сделали ужасно. Видите как? Лен, ну блин, мне очень обидно. Но если вам коронки сделали ужасно, если импланты-то, может быть, поставили, а коронки-то, может, еще, если в коронках вопрос, можете обратиться в эту клинику, в которой я был. Может быть, они что-то могут, ну, как-то подшаманить. Ну, а вдруг, почему бы не спросить? Я бы спросил бы. Знаете, я вообще понял, что за спрос денег-то не берут, лучше лишний раз спросить. Виталий, вы сколько потратили? Теперь будете экономить? Вы столько потратили, будете экономить? Конечно. Конечно, придется на чем-то экономить. Но давайте честно возьмем. Я в том году тоже экономил, 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 и в итоге остался с муем собачьим. Ну, потому что так вот меня так подставили в моей жизни, к сожалению. Буду, придется. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, извините, пожалуйста, я немного знаю по-русски. Вы узбеки уважаете или не уважаете? Я уважаю всех. Я считаю, что национальности нет плохих людей. Вот ни в национальности, ни в каком-то граждане какой-то страны не бывает плохих людей. Ну, как бы ни от гражданства, ни от национальности зависит качество человека, хороший он или плохой. А, Тут плохие люди, они есть у всех. Давайте так. Поэтому я уважаю всех. Если даже так, то немного страшно. Ой, что-то я нить потерял разговора. Что страшно, думаете, если найти работу? Страшно, что я пойду куда находит такую работу. Да почему? Да мне плевать. Ну, ребят, ну плевать. Ну, знаете, деньги... надо не бояться зарабатывать деньги. Кто-то сидит, знаете, с утра до вечера и думает, да я не пойду в эту работу, не пойду в ту, вот такие цацы. Я вообще как-то вообще простой в этом плане. Как хорошо, что твой гнилой рот немного преобразили.
Написал ник «Солнце ясно». Прикиньте, какие мрази просто. Ольга, я не из России. Блин, VPN подключила. Так, импланты в Грузии можно делать. Да можно везде делать. Импланты и в России можно делать. Ребят, цена вопроса и качество. Ну давайте так. Я, во-первых, выбирал в первую... Кофе, что ли, налить? Или все, уже или заканчивать эфир? 2 часа уже в эфире. Что, будете со мной еще сидеть? Налить мне кофе или что? Короче, у тебя какая кофемашина? У меня DeLonghi, старая моя кофемашинка. Такая вот. Где наливай? Как он? Она сейчас просто гудеть будет очень сильно, ребят. Она будет очень сильно гудеть. Что-то я хотел сказать, я уже забыл. Ставим Металлику лайки, да. Спасибо большое вам за лайки. Короче, я забыл. Что хотел сказать? Просто я про кофе что-то задумался. Давайте кофе. Ой, господи. Сейчас она немного отпустит. Я тоже DeLonghi купил недавно, ха-ха-ха. В моей машинке, кофемашина, уже 10 лет. Какой даже больше. Ребят, ей как муськи. Ей как муськи. Они в один год у меня появились. И кофемашина, и муська. Будем сидеть с вами. Но мне надо тоже как бы и что-то чем-то заняться. Видео надо снять. Так-то на минуточку. Видите, еще Новый год даже светится. Я вот эту картину хочу поменять на что-то другое. Вот мне тогда, помните, я ходил, искал, думал, что мне, другое что-то взять, вот эту картину хотел поменять. Мне кажется, твоя модель машинки сейчас больше 100 тысяч. Не, вы что, она стоит порядка 20 с чем-то, моя вот машина. Я думаю, понимаете, она сейчас я вам включу, знаете, как она будет? Вот сейчас слушайте, ха-ха, как она работает. Вот сейчас еще тихо, кстати. Скучно без ржайки. А какая должна быть ржака? Ну, меня не веселить, я что, должен вас только одно веселить? Одного. Я каждый год исполняю по мечте. Ну, видишь, как круто. Я вот так вот не умею. У меня нет такой фантазии, чтобы столько мечт было. Слушай, у меня кофемашина так... Я тебе сейчас громче говорю. Кофемашина так порой орет, что это просто жесть жестоко. У меня проларка нет. Надо... Я же купил одну последнюю. Я уже все его выкинул. Мне надо... Как он называется? Магазин, наверное, есть. Может, сырок глазированный съесть. Виктор, засунь себе ты вилку в попу раз, знаешь? Какой-то вот... Мне просто пишут какие-то комментарии здесь, знаете, они на проверку сразу уходят. Мне, то есть мне показывают, вам не видно. Не так страшно она гудит. Да вам так кажется. Знаете, когда тишина в квартире, страшно она гудит. Не знаю. Ну, я ее, конечно, обслуживаю, чищу, все как полагается. Всегда. Ну, все же. С чем будете кофе? Вот сырок глазированный я достал. Все, молока нет, надо идти в магазин. Так что, чувствую, будет контент из магазина. Тик-тик-тик-тик. Ой. Сейчас я тут все пролью. Тить-мать. Муся, просыпайся. Муся, ну, реально что-то, она спит как сурок. Так. Не разлить бы еще. Что-то я, правда, голос садится, подустал уже с прямым эфиром. Чучело сидел, где обтекай. Чего, господи, иди ты в задницу отсюда. Туму пишет, что-то громко, высоко, да, поднял? Так, вот эти все... Сейчас я тут исключу. Ребята, вы подписываетесь хоть? У меня там хоть прибавилось подписчиков-то за прямой трансфер, или не подписался опять? Сырок обычный, глазированный, с ванилью.
Что-то у меня ноутбук не работает. Угу. Подписывайтесь, ладно. Хорошо. Так, ладно, продолжаем. Люблю поход по магазинам. Чем кормите Мусю? Мусю кормлю роял канином. Виталик, тебе нравится Инна? Ну, конечно, как подруга, она мне очень нравится. Виталик, что да почем? Лучше скиньте деньги ему на карту для погашения долгов на зубы. Виолетта пишет. Давайте без провокации, ребят, прошу вас. Давай контент из магазина, буду ждать. Будем. Ой, вкусняшка. Ося, вкусняшка. Виталик, ты супер, люблю смотреть твои видео, снимай, все интересно, смотреть и хохотать вместе. Я очень рад, что вам со мной смешно. Нормально шумит, у меня также. Что за непрерывный пук? Это машина. Кофейная машина наливала. Сейчас, ребят, посмотрю, что вы тут писали, пока там не видел. Тип, боже, не очень хорошая идея так накручивать подписчиков. Как? Как так накручивать подписчиков? Знаете, я никогда ничего не делал ради подписчиков. Ну, имею в виду, ради накрутки. Никогда. Хотя, не знаю, как это сделать. Очень хорошо подписчики приходят, например, с шортов. Если бы я выпускал бы шорты, мне были бы эти подписчики. Ну а смысл? Они большие видео все равно смотреть не будут. Поэтому тут же не в подписчиках дело. Нифига мне эти вот большое количество подписчиков, а просмотров от этого не увеличится. Зачем? Я хочу, чтобы единственное, что кто на меня смотрит, чтобы они были подписаны. Вот и все. Мужик перестал сверлить. Нет, только что сверлил. Пиздит, как дышит. Виктор пишет. Ага. Что именно? Что, у меня сынка, смотрите? А капучино делает. Там есть капучинатор. Но я не люблю. Я люблю просто кофе с молоком. Раньше пил с стиками, но потом понял, что это очень, очень жирно для моей хари. А сделайте, чтобы в чат подписчики могли писать. Тогда и будет подписчиков больше. Да, ну что, я буду это... Пускай, ну вот, понимаете, вот зашел сюда Виктор какой-то, да, там написал какую-то мне гадость. Мне это пофигу. А он-то радостный, понимаете, он там сидит, что я его комментарий тем более почитал. Там обоссаться сколько, понимаете, веселья, радости. Небось, там сидит, там радости, блядь, полные штаны. Ну я же знаю, понимаете. Поэтому, пускай, если сделал его даже на 5 минут счастливее, это же приятно, это же классно. Правильно, Виталий, бери качеством, а не количеством. Николай пишет, какал сегодня? Коль, Николай. Ну, подпишись мне на телегу, я тебе фотки буду скидывать, хочешь? Коль, это ты. Я тебе в личку буду телеги скидывать, фотки скидывать после каждого похода. Мон, смотрю, вам сильно нравится. Вас задело. Виталик, смотрю твои видео в машине, когда еду с работы. Это такой антистресс, спасибо. Спасибо вам, дорогие мои, что вам действительно мои видео помогают. Это же круто, когда, знаете, когда мои видео там не просто, да, там, ну, для просмотра, а когда они действительно вам несут какую-то пользу. Это очень круто. Инна, Виталик не отвечает на вопрос, а хочет знать, что он думает. Про что? Ну, вы мне сына сватаете? Ну, ребят, ну, у Инны есть мужчина. Что вы меня сватаете с Инной? А почему у тебя глаза все на месте? Я провелку в глаз
или в попу раз. Ой, Виктор, Виктор. Вот эти вот, знаете, ЛГБТшники прибегут сюда. Ну, сейчас вот сюда. Фига к ним. Пока, Виктор. Так, Виталий. Виталий, вы добрый, светлый, позитивный человек. После видео... Сейчас, дайте я отвечу просто человеку. Ну, у тебя нет терпения, не рассчитывай просто на меня сегодня. Давай так. Я как бы не могу дергаться сейчас каждые 2 секунды. Виталий, вы добрый, светлый, позитивный человек. После ваших видео плохие мысли уходят, и настроение улучшается. Здоровья вам. Спасибо большое. Виталик, выпускай мукбанг. Прошу новые мукбанги из Макдональдса. Слушайте, кстати, надо это... Костя говорил про обеды. Надо мне узнать. У него есть там бесплатные обеды какие-то. Надо к нему сходить на обед. Вопрос, какая минимальная зарплата в вашем городе? Ну, я думаю, МРОД. Алиса, какой МРОД в Москве? На 2024 год МРОД в Москве составляет 29 389 рублей. Алиса, какой МРОД в Москве в 2025 году? В 2025 году МРОД в Москве составляет 32 916 рублей. Ну, 33 тысячи. Именно так. Все, я понял тебя. Рада, что смогла помочь. Ты же только недавно говорил, что никогда не покажешь интимную комнату, как в спальне, и в итоге ее на днях увидели. Не у той пример берешь, где вы ее недавно увидели. Я стараюсь быть полезной и помогать. Где вы ее недавно увидели? Цветочек. Вы знаете, мне нравится... Ой, Алиса, хватит! Короче, некоторые, знаете, делают такие, пишут, ники называются такими ласковыми, такими нежными названиями, цветочек, а пишут какую-то просто какие-то ужасы. Что-то мне стало работать. Где я показывал свою комнату? Нигде не показывал, не врите. Ну просто не врите. Муся на стрим не вышла, Муся спит там дальше. О, стрим все еще идет. Подписчики, сколько раз уже Виталька разочаровался на этом стриме? Разорался. Почему разорался? Надо мечты превращать в цели, и постепенно все получится. Да, я с вами согласен. Да все, дорогие мои, будем заканчивать уже эфир, уже 2:20, я уже ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут уже нет интересных вопросов. Уже какие-то, знаете, подходят какие-то тут эти вот выпердыши приходят. Вот хочу кофемашину, чтобы кофе капучино делать. Какая лучше? Я Redmond присматриваю. Слушайте, я не знаю, мне кажется, сейчас вообще любую кофемашину можно взять. Вопрос просто бренда. Вот вопрос бренда и вопрос в том, что подает ли она сама молоко или нет. Все. Смотрите, чтобы ее было удобно мыть. Вот удобно, чтобы ее было мыть. Потому что есть кофемашины, которые неудобно мыть. Вот именно в эксплуатации. Вот это самая простая в эксплуатации. Вышел, все помыл ее и все. Только вчера увидели, не кричи. Цветочек, не обманывай. Что ты обманываешь? Вот что ты обманываешь? Ну что, вот врать нехорошо. Пришлите мне какое-то видео. Как называется видео? Всякие Людмилы приходят, сообщения ужасные пишут. У меня DeLonghi купила за 54 тысячи со скидкой перед Новым годом. Круто. Слушайте, ну я такую кофемашину никогда не куплю. За такие деньги, вот мне жаба задушит купить. 30 тысяч я еще готов отдать за кофемашину. По нынешним реалиям. Но не более. Ну, 33 даже, знаете. Я вот смотрел недавно, все думаю, кофемашину на дачу и кофемашину дома поменять. Но у меня жаба душит такие деньги отдавать. Я эту покупал, по-моему, 18 чтобы вы понимали, по тем временам. У Людмилы там какой-то диалог сам с собой. Людмила пишет, что она осуждает Людмилу. Сама с собой. Самая лучшая кофемашина это Миеле. Или Миле, не знаю, как правильно. Виталик, мне кажется, это ты тогда купил за 20. Сейчас как раз 50. Может быть, Ник, может быть. Сын подарил за 36 машину кофе. Мили стоит 500к, да?
Но. Она за 500К должна еще и зерна сама выращивать, сама их обжаривать. Совсем что ли, 500К? Да нахуй нужна такая кофемашина? Нахуй она нужна? Вы что, прикалываетесь, что ли? За 500К кофемашину? Вы серьезно? Я за 500К сделаю ремонт, блядь, на кухне весь, всю технику поменяю. У них стиралки 300. У тракториста 300. Микроволновка за 120. Слушайте, я не пойму. Ребят, мы с вами живем на разных планетах. Алло, алло, это Земля. Привет! Вы с какой планеты? Я с Земли. У меня все так по волжским ценам. Микроволновка, блин, за 120 микроволновка. Я не знаю, ну что она там должна. Она должна сама жрачку покупать, я не знаю тогда. За 120 тысяч. Я когда увидел, когда цены на микроволновки залетели, я охренел, что самая дешевая микроволновка 5000 стоит, а то 120. Ну да, я сам в ахере, Виталик. Я за 36 ворчала, а за 500 бы я убила бы. Не, ну 36 это понятно. Ну, я считаю, что со скидкой можно где-то подешевле найти. Я считаю, что можно. Знаете, я когда технику на дачу выбирал, уже же были проблемы. Это была постковидная ситуация вся, даже, мне кажется, нет, только постковидная, если бы у меня, кажется, еще не началось. И тогда были тоже проблемы. И я выбирал, ну, максимально дешевле, но и максимально, чтобы... Ну, сами понимаете, когда ты покупаешь все с нуля, это колоссальные деньги. Это колоссальные деньги. Стрим твой на стрима, Рыбка Дори. Стрим мой на стрима, да. Рыбка Дори очнулась. Это что-то на богатом, да. Какой вам нравится чай и шоколад? Чай мне нравится какой-нибудь вкусный. Сейчас мне нравится, я в последнее время прям подсел на Ахмат манго и Ахмат малина. Еще мне понравился с розой. Я купил, но с розой, знаете, так иногда можно попить. Если зеленый чай, мне нравится Гринфилд Мелисса, прям мне нравится чай. А шоколад люблю любой. Молочный, молочный. Вчера, например, вечером съел Риттер Спорт, белый шоколад с фундуком. Ой, съел сначала пол шоколадки, я был злой. Потом моя злость на 50% угасла. И потом мне напомнили, что мне еще пол шоколадки осталось, и я съел еще половинку. Короче, зажал подчистую все. Ребят, ставьте лайки, пожалуйста, кто только подключился. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Нос закладывает. Когда долго разговариваю, голос садится, нос закладывает. Есть у меня тут лоры. С чем это связано? Ивлев, все микроволновки, все кидал, Ивлева пошла речь. Я же вам говорю, что, ребят, Ивлев это все-таки медийный персонаж, и надо про это тоже не забывать, что все вот эти вот истории с киданиями тарелок, это тоже все медийная история. Не пойму. Нормально в эфире, нет? Висит, висит. Ну, уже перестала висеть же, да? Тут. Ребят, у меня интернет пропал. Появился сейчас. Ты зависал, да. Все, я видел. Все. Добрый вечер, добрый вечер. Ладно, дорогие мои, надо уже заканчивать эфир. А то я тут уже и зависаю, и не зависаю. Надо заканчивать эфир. Уж с вами и так мы тут уже 2,5 часа трендим. И о том, и о сём. Ой, и у меня уже нос закладывает. И голос садится. Спасибо вам большое всем, кто подключился сегодня на эфир. Спасибо большое, что всем, кто был со мной здесь сегодня. Спасибо всем, кто поставил лайк, кто подписался на мой канал. Если вы еще не подписаны, то, что смотрите вы эфир мой, то, что смотрите мой канал в целом. Спасибо вам большое. Ладно, дорогие мои, буду заканчивать это видео, этот эфир. Только как это заканчивать еще надо? Нашел. Как заканчивать его еще надо разобраться. Спасибо вам огромное, то, что вы у меня есть. Все, на сейчас пока что это все. Если что-нибудь успею снять, сегодня до 8, 8 вечера выложу. Все, пока-пока. Пока. Пока. Завершить трансляцию. Да.